Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш с вами любимый проект и замечательное место, где мы можем высказаться, поговорить и обсудить все, что происходит вокруг нас. Конечно, сегодня будет львиная часть «Шума» о Давосе, есть что обсудить, есть о чем задуматься. Вы знаете, Зеленский, конечно, подкинул очень много мыслей, но, опять-таки, нашлась такая вот, такая эмоция, такое ощущение, что после всего этого дня, да, какая-то определенная пустота наступила. Обсудим и это. Вот все за этим, все на самом деле просчитано и рассчитано как по нотам. Друзья, «Шум» — это проект, где вы высказываете свои мысли в комментариях, поэтому я всех приглашаю в предложку. Это обычная электронная почта, можете туда писать свои истории для колобок, куда мы катимся, а также в клубе зрителей свои вопросы оставлять заблаговременно. Непосредственно вживую онлайн будем общаться с чатом в финале нашей сегодняшней программы. И, собственно, там, да, вот пообщаемся, как говорится, обсудим все происходящее. На самом деле, очень и очень насыщенный день. И, если честно, где-то мне казалось, что будет, наверное, гвоздь сегодняшнего дня. Это все-таки Трамп со своей речью, где он говорит о том, что IQ не совсем большое у сомалийцев, а ему после этой речи все встают и аплодируют. И вообще все рвались на эту встречу, рвались прям... на выступление Трампа на Давосе, да, но как бы очень быстро на самом деле встретился с Зеленским и умотал Трамп, да, на самолете, и, в общем, какой-то не такой осадок, гораздо больше наследил с точки зрения информационного сегодняшнего дня Зеленский, будем его обсуждать, естественно. Друзья, как всегда, играем в города, это наша самая любимая и самая потрясающая забава, все очень просто, пишите, откуда вы, да, и передавайте приветы, и если нравится населенный пункт, который попадает в игру в города, я зачитываю, ставьте лайк. Если не зачитываю или смотрите в записи, все равно напишите в комментариях, не в чате трансляции. Это очень здорово, что вы пишете и передаете привет. Вот Карелия приветствует, спасибо, и Варшава с нами, Казань на связи, Александр. Давос шумит, Давос ой как шумит. Ванкувер, Пинск, Беларусь, Серпухов, Харьков, шумим на генераторе. Это да, значит, Шелест, пожалуйста, скажи, с Димурой будут еще эфиры? Ну, будут, наверное, через какое-то время. Почему нет? Ну, смотрите, Степан Геннадьевич развивает свой канал. Соскучились за Димурой, переходите к Димуре. Все будет, не волнуйтесь. Ну, согласитесь, четверг тоже хорошее время, чтобы пошуметь, правда? Так думает и в Балашихе, и в Бремене, и Ковров шумит. Привет из Севастополя, спасибо большое. Бардо с вами. Москва, шум, супер тема, спасибо. Египет, Шарм-эль-Шейх, хорошо там, наверное, курортно у вас. Дрезден, Йошкар-Ола, Сан-Франциско, город в стиле диско, Нария, Израиль, привет и вам. Шумит Сурова, брянский котик, ага. Шумел Камыш, ну, Камыш всегда шумел, деревья гнулись, в Давосе так особенно. Так, Братислава, спасибо большое, Михаил. По-моему, Михаил, я так не успел. Скажи про Минск, город-герой, говорю. Минск, город-герой, столица страны, члена Совета мира имени Трампа. Правда, в списках сегодня не фигурировало, тоже странно, да, но тем не менее. Наверное, вместе с Россией они будут вступать, все-таки как союзное государство. Дрезден, привет с Италии, привет. Зеленоград, Кипр, Одесса. Значит, Шебекино, Белгородская область, спасибо. Мариуполь на связи. Обнинск, Болгария с вами. Ивантеевка. Сашенька, привет из Италии, привет в Италию. Мурманск, Татарстан, Альметьевск. Александр Афины с вами. Карловы Вары. Хороший курорт. Никогда не был, но много слышал. Спасибо. Королев. Славянск. Значит, Советский Союз. Это прекрасно. Салам алейкум, Сузака. Да, Буденовск. Ирландия. Привет из Бёрна. Александр, да, спасибо. Лобня. Передавай привет Бусинке. Привет. Кто такая Бусинка? Бусинка? Ты кто? Ну, привет тебе. Кириша, Ялта с вами. Друзья, проголосуем в вопросе сегодня. Зачем Зеленский приезжал вообще в Давос? Ну вот давайте так вот, в сухом остатке. Зачем? Варианты. Случайно так получилось. Трамп взболтнул лишнего, говорит, Зеленский здесь, и пришлось ехать. Следующий вариант. Его жестко прогнули. Скоро мы все поймем. И это такой, знаете, вариант, который... Ну, он очень лихо как бы
прикрывается вот этими словесами Зеленского на выступлении, тоже будем разбирать. Ну, то есть, на самом деле, там все очень жестко и грубо было, потому что сама встреча меньше часа длилась, и ничего не понятно и неизвестно. Ой, какая встреча? Хорошая. Встреча хорошая. То есть какой-то абсолютный цирк потом устроил Зеленский, чтобы в этом дыму прикрыть реальный прогиб. Там есть какие-то наметки, слышно, по крайней мере, этот прогиб. И один отъявленный факт, который как вот вывалили просто-таки на стол, да, вот по столу этим фактом врубили, это тоже мы поговорим дальше. Следующий вариант. Выбивал ПВО и деньги от Европы. Стандартная практика, ему нужно было вот это этот весь перформанс по поводу Европы, это чтобы ему больше дали денег, потому что денег-то не светит. Многие эксперты и люди, которые читают прессу или как вдумчиво вчитываются в прессу, я предлагаю в шуме даже один кусочек этому посвятить, мы так вроде как по верхам шумим, отношения, анализируем, но может не шибко глубоко, как кому-то нравится. А тут вот прям интересно, да, то есть денег-то нет. Нет денег. Даже вот эти 90 миллиардов, которые они там от Европы хотели получить, нет. И чтобы как-то стимулировать эту всю историю, нужно было вот это сегодня вычудить Зеленскому. Вот это уже интересный поворот. Ну и еще один вариант. Все нормально со светом. Чего не съездить? Ну, смотрите, как все хорошо же в стране. Чрезвычайная ситуация идет себе. Все знают, что им делать. Вообще порядок, как бы крутится все. Спасибо, Владимир, за поддержку канала, да, за суперчаты, суперстикеры. Да, не сказала QR-коды. Есть QR-код. Тоже можно на экран свой месседж, сообщение и поддержать канал. Ну, это стандартная практика. Ну, не будем отвлекаться. То есть, да? То есть, вот такая тоже интересная история. Проголосуйте. В конце мы обязательно подведем итоги. И, может быть... ну вот по-настоящему, да, докопаемся до результата. Так, умеешь, Александр, сплотить народы? А то, конечно, умеем. Просто главное, да, вот просто быть собой, быть нормальным и адекватным, да, человеком. И понимать не только прелести, которые там выгодополучатели получают, а еще и, естественно, да, понимать тягости и, ну, немножко трезво смотреть на вещи. Сегодня было много шума, и мы его обсудим. Но надо вот зерно рациональное вычленить. Рациональное. Да, спасибо большое, Шимкент из Казахстана. Вам большой привет. Зеленскому надо изображать президента, вот и поехал. Хороший тоже вариант от Григория Распутина. Шумит Сурова. Спасибо. Шелест, хороший ты человек, человеческий. И вам тоже всего самого хорошего. С уважением из Майами. Благодарю. Значит, так, Феодосия, привет из Саратова. Дания, с вами. Ох, Дания, держитесь там, Дания, датчане. Привет из Дассендорфа. Шимкент, да. Значит, спасибо в России. Большой привет. Так, привет из Хабаровска. Ох, как Хабаровска. Сколько у вас времени сейчас, наверное? Утречка уже. Так, город счастья шумит в унисон, да, Александр. Так. Шумит Зеленоград, Макеевка, Москва на связи, всем привет. Друзья, всем большущий привет, и в Хмельницкий тоже привет. Верхотурье на связи с шумом, Словенско, правильно прочитал, Кишинев, Набережные Черны. Спасибо большое, друзья, за то, что присоединяетесь. Опять повторюсь, если в записи, пожалуйста, милости прошу, напишите в комментарии. Понимаю, что часовые пояса, но тем не менее. Итак, поехали. Значит, ключевой, главный, да, момент истины был сегодня в Давосе. Ну, два слова. Выступил Трамп. Его выступление было феерическое, ожидаемое. Трамп как бы немножко сбил пену еще заблаговременно по поводу того, что он там будет с кем-то воевать. За Данию, говорит, воевать не будем. Сегодня прошла информация, что он готов $1 миллион предложить гренландцу за то, что он захочет стать американцем. Слушайте, ну тут, наверное, надо уже как-то этим, немножко поревновать американцам, да? Им 2000 он забыл. У него недавно журналист спрашивал, смотри, вот, Трамп, ты вводишь пошлины, ты же пообещал каждому американцу по 2000, ну, вот этого как бы, ну, бонусы, да, там, Вовина двушка, Вовина 1000 и Дональда двушка, вот так это, да, выглядит. Он говорит, я такое обещал? Нет, я не помню. А сейчас вот сыпятся обещания на голову гренландцам.
Ну и вот это все как-то пытаются обставить, там Рютте начинает говорить, а может не вся Гренландия, там частично, там где базы, там кусочек, вот это. В общем, начинают сейчас вот торговаться, тем более, что Европа очень интересно сменила позицию. Мерц вышел, все и упали. Говорит, мы должны защитить Данию, Гренландию, мы сможем все вместе от российского вторжения. Все говорят, подождите, какое российское вторжение? Ровно вчера выходит Путин и говорит, Гренландия – это не наша тема. Гренландия – это не про нас, ребята. Это не-не-не. Нас она не касается. Ну, и там прокомментировал эту историю с Гренландией. Но суть не в этом. Суть в том, что все очень хорошо, видите, как липнут друг к дружке и пытаются сплотиться против российского вторжения. Трамп специально их подковырнул, этой Гренландии, что, мол, там вот смотрите, китайцы и русские, сейчас они раз загробастают и все. На самом деле доля истины в этом определенно есть. Нет, не территорию загробастывают, россиянам она не нужна. Путь. Вопрос-то в Северном морском пути. Все банально, все на поверхности, все очень просто. И европейцы не нашли ничего более умного, как консолидироваться против России в вопросах Гренландии. Мол, Трамп, мы поможем тебе защитить Гренландию. А Трамп говорит, не, ребята, вы мне отдайте. Он так и говорит, дайте мне этот кусок льда. Кусок льда. Я хочу льда. Давайте мне, добавьте кусок льда. Потому что сколько можно. Ну, сам Трамп, конечно, ну, кто-то его критикует, кто-то... Вообще, конечно, все поддерживают, все феерически тоже стоя аплодировали, говорит, IQ низкий у самолета. Это вообще против повестки этого Давоса. Давос остался прежним. Вот кто-то говорит, что-то поменялось, ничего не поменялось. Там такие же вот это с приветом и сидят. Там ровно такие же. Дальше покажу на примере Зеленского, на примере его выступления. Но все очень лицемерны, и все ему аплодируют, и все так на радостях. Ну, во-первых, на радостях, что войны не будет Америки против Гренландии и Дании, там золото опять рухнуло. Но сегодня к вечеру опять подросло. То есть Британия объявила четкий демарш. Они говорят, нет, мы не войдем ни в Совет мира, мы не войдем никуда. Франция тоже, да, тоже там крутит Макрон очками, да, переминается. Хотя, безусловно, топ-событием мирового масштаба, и это сделал Трамп, это подписал резолюцию, да, сегодняшнюю, как учредительные документы, да, учредил этот Совет мира, там пишут 19 стран, все как бы с помпой, все классно, все замечательно, подтвердил, что Путин тоже там. В общем, супер движение. И Кушнер презентовал «Газы» проект. Ну, там небоскребы, зоны, красиво, красота. И все заметили, подождите, а какая-то странная синхронность. Значит, Махмуд Аббас в Москве, с ним встречается Путин и опять говорит, я в Совете мира, на тебе миллиард. Но где ты его можешь взять, Махмуд? У Трампа. А Трамп где? На полочке с замороженными активами. И параллельно с этим синхронно по газе, это же пока только для газа, да, под как проект газу, вот пытаются соорудить через этот Совет мира, который в будущем будет, внимание, тоже очень интересный момент, юридически как бы подчиняться статье ООН и как бы под ООН. Но на самом деле задачи у Трампа глобальнее, масштабнее. Короче, интересно. Сразу глобалистские медиа говорят, что-то как-то Трамп плохо выглядел, что-то с ним не то. Опять вот все внимание на руки Трампа, какие-то непонятные вещи с ним происходят. Но, в общем, сошлись на том, что ну, это уже не рукопожатие, потому что, как видим, рука левая рука. Соответственно, это, по всей видимости, в руку ставят капельницы. А, видимо, есть какие-то проблемы, и, в общем, вот так кровь сворачивается, и получается некрасиво. Тональником мажут, не помогает, но это всего лишь фон, да, это всего лишь фон. Там намекают некоторые, там Мерц намекает, с экономикой в Америке не все так хорошо, да и вообще как бы там колосс на глиняных ногах скоро развалится, да и Трамп, вот что там он сейчас подурачится, дед подурачится, а потом сляжет, ну старенький уже, посмотрите на его руки. Но тем не менее он вызывает Зеленского к себе, говорит, вот это его, вот так вот, да, вот так вот, Зеленский. Ты в этом зале. Зеленский примчался, прилетел на самолете, спотыкаясь сквозь
пустынные, холодные, морозные города без света и населенные пункты домчал он до Цюриха. И, собственно, все же ждали, а что же на этой встрече? Что же будет? Президент Зеленський! Пане президент, чому ви вирішили все ж таки приїхати в Давос сьогодні? Про що ви будете говорити з Трампом, пане президент? Это, кстати, самое главное, на самом деле, интрига. А о чем они там говорили? Потому что непонятно было вообще от слова совсем. Причем по ответам Трампа тоже непонятно. Смотрите, здесь английский, да, он все максимально обтекаемо, все хорошо, но здесь очень важно посмотреть на самого Трампа после встречи. We hope it's going to end. A lot of people being killed. Last month they had 30,000 people killed. 30,000 mostly soldiers. And it's really a war that has to end. How do you about joining your board of peace? We didn't discuss that. What do you expect We didn't discuss that. Ну, в общем, на вопросы он не ответил, все как обычно. Он повторял несколько раз во время своего выступления на Давосе, что очень многие люди умирают, погибают, там тысячи, мы должны это остановить, ну, в общем, и все такое. Но он был очень вот так вот как-то вот недоволен. Вот что-то, видимо, говорит, а что там, журналисты набрасывают, а что там, а что по этому вопросу, а по этому, а гарантии, а еще там что-то. Говорит, мы будем обсуждать. И все. С прессой не было общения абсолютно и совсем. Видно, что он, не сказать, что он доволен ушел от этой встречи, и это наталкивает на очень важное в уравнении, скажем так, неизвестное, да, которое нам раскрывает вообще суть перформанса Зеленского. Суть. Очень интересно, что сразу после выступления появляется публикация Financial Times, где пишут, что Украина и США обсуждали возможность предложить России ограниченное прекращение огня в энергетике. Об этом пишет издание. Речь идет о схеме, при которой Москва прекращает удары по украинской энергетической инфраструктуре, Киев — атаки на НПЗ, танкеры и теневой флот. Значит, по словам источника издания, переговоры по этой идее пока не продвинулись далеко. В Москве считают давление на энергетику важным рычагом, поэтому отказываться не собираются. В Киеве тоже относятся к такому формату перемирия осторожно, потому что эффективность дальнобойных беспилотников против объектов нефтегазовой отрасли они же вот демонстрируют. Опять вчера поразили там Тамань, да, и, в общем, показали сегодня СБУ, официально СБУ дронами атакует. Источники издания Financial Times также сообщают, что США настаивают на проведении уже на этой неделе вот этой трехсторонней встречи с участием Украины, России в Абу-Даби. По словам одного из американских представителей, переговоры вот уже будут. Да? Это подтвердил и Зеленский позже, и все остальные. В офисе президента уточнили, что встреча пока окончательно как бы вот еще непонятна. Витков и Кушнер должны съездить, а потом видно будет. Короче, офис виляет. Офис не дает сейчас информации, потому что там, видимо, большие проблемы с коммуникацией. Ну и на этой неделе Россия дала понять, что Путин открыт к формату параллельных переговоров. Это, кстати, очень интересный пункт. Значит, челночный. Ну вот как там Киссинджер в свое время проводил. То есть приехали все втроем, сели, например, там в разные комнаты и потом друг к дружке ходят через посредника. Ну вот так, по крайней мере, пишет Financial Times. Может, конечно, история не выгорит, потому что все закричали о том, что переговоры. Ох, никогда такого не было. И вот опять. И типа США подталкивают к прямым переговорам. Или никогда не было. На троих прям сразу втроем сядут и поговорят. Но, слушайте, ничего не меняется, потому что эти переговоры, да, и, они уже сколько проходят. И параллельно везде, где там, в Париже, в Майами, в Давосе, где есть, например, украинская делегация, сразу там Дмитриев, опа, и подскочил. Сразу там решили то. То есть это ведь все равно не встречи просто ради встреч. Эти переговоры, они фактически, так и идут. Но момент в другом. В Абу-Даби что-то должны принять, какое-то решение. Вполне вероятно, что это страдальческий запрос, абсолютно непотушный, абсолютно не незламный запрос на вот это воздушное перемирие. Потому что покрошили очень серьезно Украину. Я считаю, что это хорошо и правильно, и так и должно быть. Но они просто не могут это сказать публично.
Потому что это обезоруживает. Ну, представьте, такой мощный Зеленский выходит и говорит, мы запрашиваем у России, не стреляйте, короче. Не стреляйте, потому что беда. А беда большая. Но эта беда не помешала Зеленскому, собственно, поехать и встретиться с Трампом. Что на встрече, никто не знает. Трамп раздражен, Зеленский исполняет номер. У него была программа. Он изначально к этой программе готовился вот такой, какой мы сегодня увидели. Это был цирк, это было исполнение. Реальные вещи – это то, о чем промолчал Трамп, и то, что пытаются выставить за вот этими переговорами. Смотрите, очень классно смещается акцент на Абу-Даби, на Абу-Даби. Нет, ребята, в эти минуты уже приземляется самолет Виткофа в Москве, его уже встретят, он сопроводят, поедут, там долго думают, сегодня встретятся, завтра, ну, по всей видимости, завтра, потому что сегодня уже поздно, видимо, Кушнер и Витков приземлятся, отужинают или, в общем, в отель поселятся, и потом уже дальше завтра мы увидим. Но все говорят, завтра в Абу-Даби, завтра в Абу-Даби. Ребята, не завтра, это раз. Во-вторых, ну, там очень интересная программа. Кто говорит о том, что, ну, мол, ничего там такого нет со стороны России, тот, конечно, ну, откровенно давайте будем говорить, что тот, конечно, кривит душой. Этот визит Кушнера и Виткофа, это будет не просто там познакомиться Кушнеру и в очередной раз послушать про Рюриковичей Виткофу. Нет, это уже будут конкретные предложения. Судя по всему, они касаются денег. Вот элементарно, просто касаются денег. И вот этого миллиарда Путина. Мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 миллиард США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США. Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Это вчера, да, это вчера было сообщение, сегодня был Махмуд Аббас. Они обсуждали эти вопросы с Махмудом Аббасом. Ну, вопросы миллиарда, но не вопросы, понятное дело, замороженных. То есть этот ход Путина конкретно требует решений, конкретных решений. И это означает, что война уже не интересна. Интересно достать замороженные активы. То есть эту Европу не только унизить Гренландией, не только продемонстрировать, что, ребята, ну вы как бы давайте, вы вообще не субъектны, а еще и деньги забрать, представляете? Там большинство, это 200 миллиардов, они у европейцев и там еще там, ну, в Америке есть частичка, но в основном, конечно, Бельгия, вот эта вся история. То есть конкретно все, да, санкции, заморозили. Снимайте и снимут. И деньги получит Путин, и Трамп получит Гренландию, и Украина получит мир. Но Зеленскому мир не нужен. Именно поэтому он начал, собственно, и пошел в эту атаку. Внимание, ложную атаку на Европу. Очень ложную. И сейчас поймете почему. Ну, во-первых, началось-то после, да, вот этого, скажем так, встречи с Трампом, окутанной тайной, он вышел на трибуну. Давоса. Куда, в принципе, ехать не должен был. У меня, если честно, такое чувство дежавю. Помните, он на Мюнхенскую конференцию не должен был ехать. Его Байден говорил, Камала Харрис говорила, не едь, сядь. Сейчас опасное время, там Путин нападет, вот-вот, там давайте как-то сейчас порешаем, там отправим этого Бёрнса, директора ЦРУ на тот момент, отправили. Мы там сейчас по своим контактам, ну, чтоб не доводить до предела. Но он поехал. И сказал там про ядерное оружие и так далее, и потом началась война. Ну, какая-то капля. Многие исторически этот момент отмечают. Вот сейчас он поехал в Давос. Этот Давос тоже будет историческим. Наша попередня зустріч з президентом Трампом дала нам ракети до ППО. І дякую європейцям, вони також допомогли. І сьогодні ми також говорили про захист неба, що означає захист життів, звичайно. Я сподіваюся, що Америка продовжить бути з нами. І Європа повинна бути
сильною. І Україна готова допомогти з усім, що потрібно, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванням. Вот, смотрите, мы вот в прошлый раз встречались и сразу получили от американцев ПВО, но Европа должна быть сильной. И мы, говорит Зеленский, готовы помочь Европе. Я не хочу никого обижать. Смотрите, я не антисемит. Ну, я очень хорошо и отношусь ко всем национальностям, и это правильно. Я считаю, что, ну вот, но это все, это какой-то такой какой-то еврейско-цыганско-армянский подход на каких-то торговых рядах каких-то 90-х нулевых, где люди тебе впаривают какую-то дичь. Ну, там, абсолютно ненужную тебе, или плохого качества тебе какую-то, не знаю, там, сковородку, да, какую-то паленую, и слепленную из чего-то. То есть Зеленский ждет денег от Европы. Европа тормозит эти деньги. Без этих денег Зеленский загнется. А он, лучшая защита, это же нападение, он нападает. Говорит, мы готовы вам помочь. Мы таки поможем вам. Ой, милок, позолоти ручку. Мы готовы помочь. Бесплатно? Но помочь. Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми Чем вы есть сейчас. То есть перевод «вы слабые», а мы готовы помочь вам стать сильнее. готові бути частиною Європи, яка дійсно важлива. Європа реальної сили, великої сили. Европа великой силы. То есть сразу же тебе говорят, я тебе помогу. И рисуют тебе картинку на этом базаре. Как ты будешь счастлив с этой сковородкой, как она быстро поджарит тебе эти 2 яйца на завтрак. Ты вот вообще вот просто, ты без нее жить не можешь. Это как вот эти тренинги, да, вот эти, там, продай мне эту ручку. Вот это сейчас движет Зеленским. И я хочу, чтобы вот этот кусок вы рассматривали именно в этом ключе. То есть он говорит, я помогу тебе. Потом рисуют картину, какой ты великий. Сьогодні нам треба ця сила, щоб захистити нашу власну незалежність, але Значит, ты станешь великим, но нам нужна эта сила, чтобы защитить свою независимость. Мы тебе поможем стать великим. Так если ты можешь помочь, защити свою независимость и предлагай. Эта логика, ну тут сбой по логике, этого никто не понимает. вам потрібна українська незалежність також, тому що завтра, можливо, вам знадобиться захищати ваш спосіб життя. То есть вам нужна независимая Украина? Вам, не мне, не вот этим украинцам, не вот этим там, вам нужна. Он продает. Это великий продажник, как это вас Шапито Трамп сравнивал. І коли Україна з вами, ніхто не витиратиме об вас ноги. Yes! І у вас завжди буде спосіб діяти і діяти вчасно. І це Yes! И там вовремя, вы будете вовремя. То есть это элементарный стиль продать какую-нибудь ерунду тебе. Как вот это ходили раньше, там, да, вот это, звонили в двери, там, а купите там МВ какой-нибудь или какие-нибудь там чистящие, моющие, пылесос какой-то. Он тебе не нужен, у тебя есть, но тебе рассказывают. Успей. Успех от слова «успеть». Успей. Никто не будет вытирать от тебя ноги. И это, конечно, всех поразило. Какие ноги? О чем он? Все как-то так слушают. Ничего себе. Конечно, он перегибает. Конечно, но он перегибает в этих своих целях. Это четкий посыл, четкая задача от Британии. Четче не бывает. Ему, смотрите, ситуация с Гренландией очень сильно пошатнула страны и внутри стран. Он там АДГ вспоминал. Ну, сейчас пройдемся по его выступлению. Он перегибает палку, реально перегибает. Но он же должен продемонстрировать полезность своего товара. Ну, что он полезный, что ручка не гнется на этой сковородке. який це меседж Путіну, Китаю. І навіть важливіше, який меседж це посилає Данії. Це найважливіше вашому близькому союзнику. Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно, бо 30 чи 40 солдат нічого не захистять. Поняли?
Он критикует, он батон крошит на вот эту инициативу с 30-40 солдат. Кто? Что это? Зачем это? Что они защитят? А вот если б я послал своих солдат, я бы там бригаду Дропатова туда. Дропатый, я сказал Дропатый. Нарядим его в бушлат и пускай ходит туда-сюда. Дронами там запускают этого Мадяра. Вот это была бы тема. И они бы там следили бы за побережжям Гренландії. Ми знаємо, що робити. Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. Смотрите, то есть тут еще одна какая-то такая. Значит, российские корабли ходят свободно вокруг Гренландии. Ну так это называется международное судоходство. Это Они не возле Гренландии ходят. Они ходят, по маршруту. А мы можем помочь, говорит он. Мы укутаем в шарфик дрон-малюк и будем по ним запускать. Мы можем помочь. Никто тебе не поможет. Мы хуситы этого полушария. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. А? Они возле Гренландии могут утонуть. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди. Для нас море – це не перша лінія оборони, і ми можемо діяти. І ми знаємо. То есть, смотрите, у него это же логичный вопрос. Он на него отвечает, говорит, если ты такой потужный, такой крутой, так а что ж ты не побеждаешь в войне? Спокойно, море это не первая линия обороны, мы можем отправить. Вот сейчас мы отправим туда эти малюки, бэки вот эти, мы сейчас там посты расставим. Европа, только скажи, денег дай денег. Як там битися, якщо б нас попросили, якби Україна була в НАТО. А? Вот были бы мы в НАТО, вот тогда вообще нас бы попросили на раз бы. Але ми не в НАТО. Ми би вирішили цю проблему з російськими судами. Поняли? Он бы все решил. Дальше он там, конечно, говорит, вот, вы вообще малодушничаете. Короче, натыкал полную панамку Евросоюзу. Даже упрекнул в том, что там же вот это была история, тоже какие-то были встречи, я еще, по-моему, рассказывал в эфирах, они на кладбище приезжали во Львов, вот эти европейцы, и трибунал там организовывали по российским преступлениям. И он упрекнул сегодня, говорит, вот, вы даже не выделили деньги на трибунал по российским преступлениям. И тут как тут появляется Кая Каллас и сообщает, что ЕС предоставит первые 10 миллионов евро для нового специального трибунала для судебного преследования российских лидеров за роль в войне Москвы против Украины. А? Сразу как отозвались. А этот Макрон, вообще же он просто, он же базука санкций, базука контрмер, вот это вот все. Макрон, базука. Он начал захватывать корабли российские. Угу. Танкер поймали в Средиземном море, показали там. Ну как, высадились с вертолетом. Это не так эффектно было, конечно, как... Ну, тем не менее, да. Но сразу вот они, смотрите, вот как услышали Зеленского, и 10 миллионов выделили на суд, и Макрон начал там задерживать танкеры. Сколько продлится этот эффект? Или там, да, это, конечно, выглядит все смешно, можно над этим посмеяться. Но я предлагаю всем рассмотреть и вот подумать не так, как нам дают вот это клипово, а именно как сценарно. Это все сценарий выбивания денег. Это все сценарий. Вот смотрите, какой Зеленский, какой красавчик, как он всем указал в Европе. И те сразу, да, действительно, что-то мы не задержим корабли. Макрон послал, Кая денег дала. Все спорится. Но есть в Европе, конечно, паршивые овцы. Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям притворитися на маленькі Москви. Значит, это, конечно, мысль не исполнена отчаяния на самом деле. Значит, если какой-то Виктор живет за счет Европы, подзатыльник ему.
подзатыльник ему. Во-первых, ну, понятно, на какого Виктора он имел в виду. Во-вторых, он не мог назвать это, как вам сказать правильно, не мог прямо сказать, хотя он почти прямо и сказал, но он не мог вот именно с фамилиями, потому что иначе пошли бы, ну, ответы как бы не личные, а ответы, ну, дипломатические. Это вопиющая история. Он опять начал на Орбана прыгать, которому подрывал северные, господи, ну, северные потоки это отдельно, дружбу подрывал, которому вот это вот все, да, с ним, который как бы вот друг Трампа. Виктору подзатыльник, мужику старше себя, подзатыльник он ему хочет дать. И он, если там себя комфортно чувствует в Москве, то он не должен превращать города в маленькі, ну, там, Москвы. Ми повинні пам'ятати, що відділяє Росію від усіх нас. Что? Вот это сейчас очень интересно. Что же нас отделяет? Найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою така. Росія б'ється, щоб люди нічого не значили, щоб впевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити, вони можуть. Люди, то есть, смотрите, Россия сейчас воюет, это вот прям философия. Смотри, это вот прям, после слова подзатыльник, это прям Ницше. Ну, смотрите, они бьются, чтобы люди ничего не значили. Бьются, чтобы люди ничего не значили. И диктатор себя свободно там чувствовал. Как-то это что-то напоминает, какое-то положение в какой-то стране, которая может помочь Европе стать великой. Но кто же об этом, да? Кто же об этом скажет? Кто же? Это же пламенная речь. Смотрите, она выписывалась, она готовилась заранее. Она вот это вот все вот прям быстро готовилась. Не думал, я думаю, что Зеленский не думал ехать. Мое такое мнение. Но это вот прям где-то вот было. И вот это прям готовилось. Готовилось, это вот такой, как это, хук продажный. Орбан отвечает своему младшему коллеге, у которого день рождения 25 числа. Значит, реагирует. Уважаемый президент, вы заметьте, это вот прям очень важно. Уважаемый президент Зеленский, мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже 4-й год не может или не хочет положить конец войне, несмотря на то, что президент США оказывает вам всяческую помощь в этом вопросе. Он отмечает, что Будапешт не станет поддерживать все военные усилия Киева, но украинский народ, несмотря на тщательно подобранные оскорбления Зеленского, может и дальше рассчитывать на то, что, короче, Венгрия поможет, и беженцам поможет, и электроэнергию даст. Все ж молчат о том, что электроэнергия там на западе Украины нормально идет, потому что Орбан перебрасывает мостом. Так вот, остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам. Это феерический дипломатический ответ в том положении, в котором находится Зеленский. И это прям очень круто. Вот Орбан очень круто ответил. Кто-то скажет слабо, кто-то скажет, ну что? Нет, там каждое слово выверено. Там идет четкое размежевание народа, на который плевать, и Зеленского, который находится в отчаянном положении, которому Трамп дает шанс за шансом, который «скажи мне «да», и я защищу тебя». Я защищу тебя внутри, снаружи, никто рот не откроет, все будут моим именем, под моей крышей будешь, нормально все будет. Но у Зеленского уже другая крыша. Вот это, глобалистская, вот это. Давос, он тот же. Навоз Давоза тот же. Пахнет так же, несмотря на то, что там сегодня Трамп выступил, и ему там тоже рукоплескали. Вот Зеленский заканчивает выступление. Слава Украине!
Это ускорка. Смотрите, он отходит от трибунки, идет к ведущему панели. Все встали, все рукоплещут. Садись, говорит. Садись. И жест такой небрежный, такой какой-то полумужицкий, полуженский. Садись. Жестик такой. Видели вот этот вот жестик? Смотрите. Оп, 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 оп. Садись. Он так смотрит, куда ему сесть. Примеряется. И они хлопают. Они продолжают хлопать. Хлоп, 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 хлоп. Не выдержал, встал. Некультурно. Столько людей ему хлопают, стоя, а он сидит. Ну нет, но он же все-таки не на такой степени Мидас. Или Мидас. Ну не царь еще пока, не памятник. Ай, как ему нравится, смотрите, ему нравится. Это же прям, ух, это его. Он вспомнил наш вечерний квартал. Да, хватит уже, сотрете ладони себе. А? А как встречают? Аплодисменты, стоя, неумолкающие. Давос! Мощь! Мощь! І начало панелі такое же. Але я думаю, що ви заслуговували на всі ці аплодисменти стоячи. Дякую, пане президенте. Смотрите, то, что этот товарищ, вот это вот очень важно понять. Этот ведущий панели, он такой, как это, лизоблюд, ну вы поняли, вот это вот все. Это как бы понятно, да, но ему задача такая, расположить собеседника, немножко лизнуть, немножко там куснуть, вот это вот все. Ну, смотрите, это и его цель такая, это его манера такая. На самом деле, вот там читаются определенные моменты, дальше сейчас посмотрим. Ну, он его, конечно, по-западному, он его окутывает, вот этот мужик Зеленского. Но так, как-то очень медом, елеем, но с такой подковыркой. Дуже добре, що ви знову тут. Як пройшла зустріч ваша з президентом Трампом? Чесно? Звичайно, чесно. Але, звичайно, в інтересах вашої країни. Так, це було в інтересах моєї країни. То есть, смотрите, он открывает водичку, да, ну, он же как приготовился к длинной встрече, и давай там вот это ковырять водичку, и говорит, как встреча с Трампом? Говорит, честно, честно, но так, чтоб в интересах твоей страны. То есть, они все понимают, что честно он не расскажет. Он расскажет в интересах своей страны. То есть этот пассаж, это очень хороший, это просто надо уметь слушать вот такие вещи, да, это они смеются, скалятся, на самом деле это правда, он сейчас будет выдавать интерпретацию свою в интересах, ну как, в своих интересах. Так, я б це під питання ніколи й не поставив. Ні. Зустріч була хорошою завдяки президенту. І дякую президенту, і дякую за те, що він знайшов час для нас. І знаєте, сьогодні я побачив, як моя команда, і вони говорили з американською командою. І перед моєю зустрічю з президентом Трампом моя команда провела багато часу з американцями. І навіть я хотів запитати президента Трампа дати їм американські паспорти. Как, еще одни? У Умерова же и у этого Арахамии есть. Еще по паспорту дать? А, у Буданова нету. У Буданова, наверное, нет американского паспорта, только британский или какой там у него еще есть. Или только один украинский. Непорядок. То есть он пошутил. Говорит, столько времени провели с американцами. Я даже хотел попросить Трампа дать им американские паспорта. Это оговорочка, шуточка по Фрейду. Паспорт, вертолет, $1 миллиард. Гарантии. Они торгуются за гарантии. Бо я думаю, що вони дійсно провели багато часу. Але відверто, я думаю, що зустріч дуже важлива. Нам
треба в нашому човні. Я сподіваюся, що це корабель. Ну, это он вспомнил, как он свадьбы вел. Это корабль семьи о скалах на волнах счастья, там, скал быта. Що йде до миру, нам дуже потрібні Сполучені Штати для майбутнього, для гарантій безпеки. Ми розуміємо, що Європа має бути сильнішою, але Європі треба буде час. І сьогодні Америка дуже сильна. І я думаю, що наші команди добре попрацювали. І знаєте, я думаю, що це як остання миля, яка дуже складна. Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси моєї країни. Ось чому діалог, можливо, він не простий, але сьогодні він був позитивний. І цього достатньо. И на этом все. То есть, вот так началась его вот эта панель. Да? То есть, что мы? Последняя миля, самое сложное. На этом все. Шутка про паспорта. Вот это вот все. Очень интересно, опираясь на аналитику Ля Монт, рассматривает вот эти вот вообще выступления Зеленского, да, и его мантру о том, что гарантии безопасности готовы. Значит, важно рассматривать не как зафиксированный дипломатический результат, а как элемент политической конструкции. То есть, смотрите, все, что он сейчас делает, это политическая конструкция. В подобных формулировках речь идет не о завершенной сделке, а о создании ощущения близкого финала. Остался последняя миля, последний ярд, последнее, вот это вот последнее. А сам процесс переговоров очень далек до завершения. Это типичный прием в современной политике. Сначала формируются ожидания, а уже потом при благоприятных условиях наполняется содержанием. На этом власть Зеленского и выгребала. Минск, МВФ, вот эти все вещи. Да, вы за нас, вы за демократию, вы за свободу. Вот это давайте зафиксируем, подпишем, а потом засунем туда там какие-то детали, то уже не важно. Нам важно показать картинку, что ох, как хорошо все было. Если анализировать, значит, пересказ, то, что сделал Ле Монт, то бросается в глаза разрыв между категоричностью формулировки и отсутствием конкретики. Нет текста документа. Нет подтверждений со стороны США. Сегодня вообще написали, что это провал Зеленского. Нет гарантий, нет таких подписей. Нет описания механизмов. Значит, есть только заявление о том, что соглашение должно быть подписано, ратифицировано в будущем. С российской точки зрения важно, что такие заявления подаются как свершившийся факт, хотя институционально ничем не подкреплены. Наиболее содержательная часть выступления Зеленского на Давосе – это признание того, что ключевой вопрос остается нерешенным, и все возвращается вокруг территорий. Территорий. Именно этот фрагмент фактически обнуляет пафос формулы «гарантии готовы», то есть ничего не готово. То есть это все продавцы воздуха. И показательно, что об этом писала Ля Монт и, в общем, анализируют аналитики это издание, что Трамп присутствует как символ договоренности, а не представитель там какой-то власти в США. Реальные гарантии не только воли одного политика, но и Конгресс, юридические обязательства. Этого всего нет. Это все чёс. Это все просто воздух, просто слова. Но тем не менее, он, собственно, это и говорит. Да? Он этим и торгует. Вот Зеленский, вот я предлагаю еще с этой панели разобрать вот финал этого выступления. Это отдельная история. Смотрите, у него спрашивают о главном, о территориях, о линии, и вот там другой пассаж проявляється у ведущого і Зеленського. Звичайно. Чи ви хотіли би щось сказати про ситуацію на кордонах? Так, контактна лінія. Це Росія хоче там мати кордон, але це контактна лінія. То есть, смотрите, смеется, шутит. Это же он уточнил, это же важно. И смотрите, лыбу давит, смеется. Смешного здесь мало. Он осек ведущего и говорит, контактная линия, типа не граница. Это Россия хочет, чтобы была граница. А у нас контактная линия. Контактная линия появилась, эта формулировка при Минске, при Зеленском. Это они так вот это вычудили, придумали. То есть они опять возвращаются к старому словарю.
Я радий, що ви мене виправили, пане президенте. Ні, це окей, для мене це не вперше. Це не окей, але, знаєте, повертаючись до цієї кордонної лінії, чи хотіли б ви щось сказати? То есть он сам не понял, он говорит, он потом сейчас еще себя исправит. Нет, это не окей, спасибо, что исправили. То есть какой-никакой, да, вот за вот этими всеми реверансами, да, вот этим ужом этот ведущий стелится, но он очень четко сечет. И я хочу, чтобы вы на это тоже обратили внимание. Контактная линия. Это все, что нужно знать про завтрашнее, послезавтрашнее Абу-Даби. Про це. Контактну лінію. Так, дивіться. Знову таки, це про технології я хотів показати, але у мене були певні технічні питання. Флешку забыл. Он хотел вывести на экран, наверное, там как круто, там летят дроны, перехоплювачи или еще что-то. Але я хотів показати вам, як ми працюємо. Ми онлайн бачимо війну, ми бачимо реальних ворогів, ми бачимо наші втрати і російські втрати. Російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були. Тому я просто ділюся з вами реальною статистикою, а вона... Смотрите, он сейчас будет делиться реальной статистикой. 35 тисяч вбитих на місяць, 35 тисяч солдат. Минулого року в цей місяць це було близько 14 тисяч. Тому Росія не думає про це. То есть, смотрите, значит, раньше было в этот месяц 14 тысяч, 35 тысяч убили русских. Россия об этом не думает. Я хочу с вами поделиться реальной статистикой, Россия об этом не думает. Але ми про це думаємо. Ми О, но мы об этом думаем. Мы думаем, как их еще больше убивать. Об этом Федоров сказал, 50 надо. думаємо, як вони втрачають. І як багато солдат вони втрачають. Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тисячі на місяць, і вони почали втрачати 45. З цих 43 ви маєте знати, що десь 10-15% тікають. Вот, смотрите, это сейчас очень интересно. Особенно ввиду, как бы, положения, ну, опять-таки, это, извините, это мое. Это не прием анализа, это не какой-то там, не знаю, пропагандистский прием. Смотрите, он сейчас говорит о стороне противника, об армии противника. Да? Мы недавно разбирали в «Шуме» интервью Сырского, помните? О том, что СЗЧшники там возвращают, бросают на мясо в штурмы, отлавливают, вот это все. 300 тысяч дел по СЗЧ засекретили, чтобы не фигурировало это, чтобы не раздражать. То есть вот это все. Он говорит, значит, они набирают, 10-15% бежит. І є певні поранені, але ви можете зрозуміти, що їхня армія, вона перестала збільшуватися. О, у них, смотрите, достижение какое у Украины? У них армия перестала увеличиваться. Через наші дронові технології і наших операторів дронів. Але в будь-якому випадку ми хочемо зупинити цю війну завтра, звичайно. Але ви повинні знати, що якщо війна продовжиться, Росія почне втрачати кількість цифри в своєї армії, або Путін вирішить мобілізувати цю країну, його. То есть, смотрите, он нас заводит в очень интересную, как бы, логическую историю. Мы хотим остановить войну. Убиваем, устали убивать русских, короче. Устали. Они все прут, а мы их убиваем и убиваем. Вот это. А они вот это все, а мы вот это, а мы устали. Мы хотим, конечно, но если война не закончится, вы должны как бы понять, что Путин должен будет мобилизацию проводить. Так вот на что расчет. Країною маю на увазі. Можливо, останнє запитання, тому що я знаю, що вам також треба повертатися до Києва. Зі мною було не Это цирк просто. Это просто цирк. Последний вопрос, говорит, а то вам надо возвращаться в Киеве. И он говорит, а что, со мной было неинтересно? цікаво. Ні, там за вами є люди, вони показують на годинник. Я би хотів продовжити, звичайно, ще 15 хвилин, пане президент, але не більше. Да, но не больше. Я бы хотел 15 минут с вами, конечно, продолжить, но не больше. Там люди стоят вот это и показывают ему, показывают. Давай, красавчик, юркий, мягкий, ужик, ведущий, хорош, давай, подвязывай. Все, и так он уже наговорил, черти шо, на этом Давосе. Нам еще разгребать потом это все. А 15 окей? Ні. Добре. Останнє запитання, гаразд. Короче, на 15 минут не сторговались, да. Ведущему не захотелось.
Ну, вот последний вопрос. То есть вы уже уходите и чаю не попьете. Проваливай уже, все понятно, ты все рассказал. Тебе в Киев еще надо лететь. У тебя дорога дальняя, казенный дом. Так, моє останнє запитання, пане президенте. Як люди тут на Всесвітньому економічному форумі в Давосі можуть підтримати вас найбільше? Думаю, ви О, вот это вот оно. Вот это оно. Вот смотрите, мы с этого начали его историю с Давосом, и вот с этим и закольцовываем. Вот оно ключевое. Вот. почули аплодисменти. Я думаю, що всі хочуть також показати солідарність з вами і вашою країною. Defend our lands. Yes. I mean, this is very expensive. Захищати нашу землю – це дуже дороговартісна задача. Поняли? Защищать нашу землю, это как бы в копеечку влетает. During economic forum, we can find Якщо під час економічного форуму ми можемо знайти якомога більше бізнесу, який може відкритися в Україні, це означає, що ви дійсно довіряєте. peace will come. Доверяйте и приезжайте. Вірите, що мир прийде. Yes. І що ви дійсно... Так, трохи є зараз ризиків, трошки. At the beginning, be honest. Ми вирішили на початку бути чесними сьогодні. Тому трошки, але нам треба ваші офіси, ваші компанії. Це означатиме, що ви вірите, довіряєте Україні в наше незалежне життя після війни. Це Chance what you can. найбільший шанс. Що ви можете зробити? Інвестувати зараз. Дати робочі місця нашим людям. Что вы можете сделать? Вкладываться сейчас. Сейчас. Сейчас выгоднее. Дальше будет дороже. Раки по 3, раки по 5. Включай сейчас. Сейчас давай. Деньги давай. Давай. Сейчас. Не, мы, конечно, рассказывали о том, что ПВО не хватает, о том, что беда, вот это все. Но подожди. Ну подожди. К нам приезжай. Денежки свои неси. The most І я думаю, що це найважливіше. real support. І це реальна підтримка, не слова. Реальна підтримка. Робочі місця, гроші, інвестиції. Частіше приїздіть до України. Дякую. Дякую вам. Да, спасибо вам. Вот это все, он встал, да, давай, пока-пока, аплодисменты. И пошел не туда. Не туда. Ну там же, он же показал ему, что там стоит человек, он показывает на часы. Он туда и пошел. Ой, назад. Надо еще раз поздороваться, что типа он еще что-то забыл, хотел что-то сказать. Ну, просто, как это? Можно человека вывести из Кривого Рога, Кривой Рог нельзя вывести, даже в Давосе из человека. И все, и умотал, и все. И вот таким вот макаром это все и происходило. Просто нелепейший развод на бабло. Просто такое ощущение, что тебе позвонили, должно у всех нормальных европейцев сложиться, что тебе позвонили из колл-центра где-то города Днепра и начинают тебя разводить, показать свой номер CVV-кода на кредитной карточке. Но в Украине понравилось. Наталья Мосейчук. Первый мы свидетели феномена, когда он лидер мира, а его племя держит мир. Наталочка Мосейчук сказала прям как вот прям ух. Вот так это прям и чувствовалось. Так и чувствовалось. А дальше Зеленский демонстрировал панели свои. Там же как идет форум, да, выступления, а у каждой страны есть там свои какие-то мероприятия. Ну, нормально же все в стране. Он же говорит, я только поеду реальные вещи подписывать. Уже офисные разгоняют, что он там имел контакт. Это все ради ПВО. Все ради ПВО. Подожди, ты сказал, поеду, если подпишем гарантии, экономика, процветание 800 миллиардов. Вот ПВО, он за ПВО поехал, представляете? We are now in a very difficult Вот это, кстати, очень интересное видео. Очень быстро вам покажу. Смотрите, это одна из панелей. Это сам Зеленский. Посмотрите, кто там. Он перечисляет всех на свете, кто есть, кого нет. Смотрите, Арахамия, Буданов сидят вокруг, рядышком, там Умеров, там разные, там в чалме британской. О, смотрите как. Они, по-моему, даже чем-то похожи. Они что-то одно думают с Умеровым. welcome. Maybe not all of them. We've worked very close, obviously, with your administration. The most difficult week Латыши. Как это? Что есть у латыша? Да, дух и не шиша. bombs were hidden. О, знакомый человек. Кто это?
Кто это на панели украинского мероприятия в украинском уголке Давоса? Риши! Слушай, так нормально так выглядит. Слушай, вот это хорошо ему прям без должности-то премьера Британии. Europe stronger. I have hope and confidence. Да, хорошо. Арахамия, Зеленский, да. Арахамия почувствовал себя Ермака-заменителем, тоже радуется, смотрите. На полях Давоса вообще дичь какую-то показывали, если честно. Значит, экран, монитор, и там есть такая вот как бы искусственный интеллект сгенерировал вот такое видео. Это типа поля, как Россия запускает дроны. И всякие цитаты, да, Макрона цитаты, там, мы там должны там добиться. И вот это типа европейские города атакуются, и вот видите, там карта, и перебивается это видео цитатами. Ну, короче, 95-й квартал делал, чтобы было, ну, как бы, да, вот, красиво. Стадионы там, и вот там атакуют, да, вот все там красивые места летят прям через всю страну, и никто не может их остановить. В Альпы, конечно, в Альпы. Залетают в Альпы, бьют, взрываются, атакуют. Европа, бойся, европейские дома, там всякие коттеджики горят. Вот эту дичь показывала украинская делегация. Вот там проходишь мимо, и там на экране мультимедийном ты же как бы, ну, что-то о стране узнаешь, об экономике что узнаешь. А они вот это вот крутили. Это вот, короче, наш бизнес-проект. Украинский бизнес-проект. Дроны летят, а не хочешь, чтобы летели? Ну, тогда давай денежки. Ну и традиционно все-таки, как это, Зеленский же перещеголял Порошенко. Первый раз такую фортель выкинул Порошенко, тоже там на каком-то собрании. Была жуткая трагедия. В Волновахе мина прилетела, в общем, осколками порубила в Волновахе автобус. Да, и он показывал дверь от автобуса. Смотрите, дверь от автобуса. Но Зеленский же лучше, потужнее. Они в Давос приволокли из Харькова расстрелянную скорую. То есть так прям взяли и поставили. Инсталляция. Вокруг, значит, богатые люди, да, а у нас тут вот, смотрите, Харьков, смотрите. Ну, вот таким вот макаром все это выглядит. И это как бы должно всех наоборот, да, то есть, смотрите, дроны летят, надо защититься, а вот такая скорая будет, у вас тоже так будет, если не дадите денег. Вообще Зеленский вот это вот как это правильно сказать, в кулуарах он, конечно, предстал, что называется. Значит, он встретился еще и с президентом Швейцарии. Значит, впервые, представляете, с президентом Швейцарии Пармеленом. Рассказал о ситуации в Украине на фоне постоянных российских ударов по объектам энергетическим и действительно героическую круглосуточную работу ремонтников, обсудили возможность дополнительного взноса Швейцарии в фонд энергетической поддержки. Короче, за деньгами. Дай денег. Ги, у него имя Ги Пармелен он. Ги, дай денег. Мы дипломатическую работу, да, там, устойчивый мир. Спасибо Швейцарии за поддержку. Если честно, этот Ги, он, по-моему, что-то понял. Потому что на фотографиях с Зеленским он очень и очень как-то выглядит обделанно. Потому что он понимает, что тот, кто вот так сфотографируется с Зеленским, долго не протянет. В соцсетях написал, что мы швейцарцы, мы за то, чтобы мира достичь, поэтому, пожалуйста, мы готовы там идти навстречу любым мирным договоренностям. Короче, про деньги ничего не написал, а он у него денег просил. А тут перепугался, получается, уже сфотографировали. Это что, мне на выход уже? Ну, денег надо дать. Самого Зеленского ему задали вопрос: Зеленский, а что такое? А что ты не в Совете мира? Ну, тебя ж пригласили официально. Смотрите,
Все, кого пригласили, они там, ну, как бы согласились, кроме отдельных людей. Или ты в Совете войны, Зеленский? Це ініціатива президента Трампа. Це не моя ініціатива, я не президент Сполучених Штатів. Вас запросили. Чесно кажучи, коли ми в плані з 20 пунктів, він питає, коли ми говорили про гарантії безпеки і як контролювати один з важливих перших кроків, як от припинення вогню. Короче, дурачка включает, да? То есть Совет мира — это типа история, что Совет мира будет контролировать прекращение огня. І американська сторона запропонувала, що їм потрібні партнери, які моніторитимуть разом зі США, і це може бути щось на кшталт Ради миру. І це будуть дві сторони війни, тобто росіяни-українці, бо ми на лінії зіткнення маємо моніторити так дронами і технічними засобами, і вони сказали, що це будуть американці та деякі європейці. Але для мене це не новина про цю раду. То есть он чушь несет, он начинает толкать, ему задали вопрос, а он встегивает свои 20 пунктов. Там правда, что в 20 пунктах, что в 28 пунктах первоначальных есть в конце Совет мира, Трамп председатель, он должен контролировать. Я не знав, як це відбуватиметься в Давосі і кого президент Трамп залучить чи запросить. Я не знав, це його справа. Але я сказав, що для нас зрозуміло, що ми будемо в цій війні до її закінчення. Зараз з росіянами ми вороги, Білорусь – союзник росіян, ми не можемо бути з ними. І це вже включено в пакет, у план з 20 пунктів. Этого нет в этом плане. Но этого нет в этом плане. У него задали вопрос, ему задали вопрос четкий. Что ты не вступаешь в Совет мира? Что, в чем дело? Он начинает, да вот россиян, пока война, мы не можем вступить, Беларусь их союзник, Россия. У него все, смотрите, все есть в 20 пунктах. Все. Все, что он говорит, он отсылает к 20 пунктам не потому, что оно там есть, а потому, что ему надо толкать эти 20 пунктов, его 20 пунктов. Тож це працюватиме, я так думаю, працюватиме з місією моніторингу, але тільки після закінчення війни. Президент Зеленський, для нас, можливо, є й інші питання, як я не кажу про інші залучення до гази та інших питань. Ми говоримо про партнерів, які контролюватимуть припинення вогню та гарантії безпеки. Короче, съехал на дурачка, на самом деле. А почему он так делает? Потому что Трамп сделает ему а-та-та. Потому что он отказывается вступать в Совет мира. Говорит, я после войны вступлю. Он морозится. Ровно так же он себя ведет и по главному вопросу, потому что Витков сейчас едет, ну, уже приехал в Москву, по одному последнему вопросу, вопросу территории, вывода войск из Донбасса. Вот что он говорит в кулуарах, Зеленский, по вопросу вывода войск и территорий. Стіве, як Джаред, і як президент Трамп, і як міністр Рубіо, всі ми сьогодні говорили, так, ми говоримо про одне найскладніше питання, яке не вирішили, і я думаю, що на тристоронніх зустрічах ми, можливо, покажемо варіанти один одному. Це все про східну частину нашої країни, це все про землю, це питання, яке ми ще не вирішили. То есть вы поняли? Что из этого вытащили? Какую новость из этого заявления? Мы на трехсторонней встрече решим вопрос территорий. Варианты друг другу накидаем. То есть я так понимаю, что Россия предложит вариант, ну он понятен вариант. Мы уходим с Купянска, вы его объявляете великой победой. Вы уходите с Краматорска и Славянска. Да, там посмотрим, кто там откуда уходит по Запорожской и другой областям. То есть вот такие варианты. Вот тебе вариант. Ну, там с Сумской области мы там зашли, хорошо, отодвинемся, но вы там ничего не размещаете. Харьковская область, точно так же, район Волчанска. Путин говорил, что то, что там, где зашли, там, собственно, это все наше. Ну, там, где зашли. Ну, в общем, такие варианты. Выбирай, Зеленский. То есть друг другу варианты предложим. Этот вопрос территории, ключевой вопрос, который не может... Ну, его надо зашивать, это предательство, иначе все спросят, а что это надо было? Почему нельзя было в 22 году выйти с Луганской и Донецкой области, раз с нее мы и так вышли? С потерями и с ужасом. Нет, ну мы армию тренировали, конечно, на крови, чтобы потом козырять перед европейцами, что мы вас защитим, и никто не будет о вас ноги вытирать.
Как долго это может быть затянуто? Американцы, понятное дело, хотят быстро. А Келлог говорит, до осени. Значит, война, развязанная Россией против Украины, говорит Келлог, может закончиться этим летом, до 24 августа, когда День независимости отмечает. Такую оценку дал Кит Келлог. Ну, сказал, и все. Но многие задаются вопросом, да, то есть цитата его: «Я искренне верю, если Украина переживет эту зиму, январь и февраль, и выйдет в марте и апреле, преимущество будет на нашей стороне, на вашей стороне, на стороне Украины», сказал во время экономического форума, и выдал, что все закончится до осени. Так это было уже. До осени, до зимы. Он уже примерно вот это говорил. Толку. Трамп будет делать быстрее. И у меня мое впечатление от сегодняшнего дня, поделитесь своим в шуме. Прям это очень интересно в комментариях, почитайте. Ну, я почитаю, и друг друга почитайте комментарии. Кажется, что его уже нагнули. И сейчас просто, ну, вот это вот перформанс, расторговка, цыганско-армянско, какой-то такой еврейско, какой-то вот непонятный такой восточный, где-то примесь восточного базара, вот такой торг. Просто тупо за деньги. Потому что денег нет, денег не дают. Какие деньги? У нас Гренландия в опасности. С Трампом не можем договориться, а там реально большие проблемы. Там убытки. Стопорнули вот эту сделку экономическую с Америкой, и там вообще не до Украины теперь, не до вот этих 90 миллиардов. Интересно, что вот Зеленский же что ехал? Зеленский ехал за ПВО, нам сейчас рассказывают офисные каналы. Ну вот Сырский выходит и делает как назло. Умопомрачительное заявление. Значительный дефицит средств ПВО не позволяет в полной мере защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Это Сырский пишет. Наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита. Все. Я помню эти статьи, как их гадили на них западные. Украине нужно выбирать, что защищать. Так мы уже давно в этом. Надо выбирать, что защищать. Задницу Зеленского в каком-то бункере на Бладхате, или какой-нибудь там АЭС блок, или трансформаторный блок, или домик, или конча-заспу, или еще что-то, или часть военную, или Патриот сам надо защищать, потому что на них тоже идет охота. То есть надо выбирать, что защищать. Нет систем ПВО. Вам во время войны, наш Зеленский очень много вот к этому пафосу обращал внимание на своем выступлении, но во время войны нам главком говорит, что он не может защитить гражданское население. Не может. И не защищает. Это Днепр. Сегодня атакован был несколько раз. Кривой Рог в этой же области. Утюжили лихо просто там, запустили, били баллистикой, запустили потом дроны. То есть не можем защитить. Вообще реальная новость, это просто потрясающе. Да? Вот есть реальная война, паблик, телеграм-канал. Россия ежедневно производит около 500 дронов и десятки баллистических ракет, сообщает Зеленский. Следующая новость. Только через 2-3 года перестанут отключать свет по графику. То есть, значит, ну так совпало просто. Зеленский говорит, вот они дроны производят. А у нас есть Харченко, который говорит, ну да, 2-3 года пропадут вот эти отключения. 2-3 года. Так, а производство-то растет, наращивается. Отключения душат и разрывают в последнее время. Вот этот дом на Оболоне. Значит, называется дом «Ромашка», ну такой проект советский. Значит,
Это Оболонская площадь. Ситуация на грани гуманитарной катастрофы. 18-этажка. С 9 января нет отопления. С 13 января нет холодной воды. Проблемы со светом. Лифтов не работают. Канализация не работает. Жители говорят, что стучатся везде. Их обращения игнорируют. Всем плевать. Всем плевать. Зато все такие, знаете, говорят, что вот это проблема, но все объединены страной. Кличко сегодня тоже вышел со свежей статистикой вечером. Там 2600 что-то домов по состоянию на сейчас не могут подключить. И все политики сразу начинают шапки надевать, вот это все. Зеленский он оскандалился до Давоса. Говорит, я селектор провел. Сидит в темноте возле компьютера. Сидит. Это ж он в офисе президента на рабочем месте сидит. А на фотографии видно. Видно. Например, вот этого товарища. Мыкыта, тоже сотрудник офиса президента. И видно, что у него не солнышко светит в окно. Это свет. То есть у него свет. Но Зеленский сидит в потемках. Геращенко, даже вот депутатка от Порошенко, публикует вот такие вещи. Значит, в многих домах... Ну, во-первых, посмотрите это, обстановка. Обстановка и обряд. Такой какой-то, не знаю, перепевка слова пацана. Какие там были? Как напишите, как этих девок звали, которые в слове пацана героини были. Так вот, в домах на Печерске сейчас нет света, тепла, воды и газа. Это очень тяжело. Особенно если в хате маленькие дети и пожилые люди. Киевляне демонстрируют чрезвычайную стойкость сегодня. Поддержка, взаимовыручка. Важные сегодня, самое важное. Посетила пострадавшие от шахедных атак, пострадавших от шахедных атак на Печерске. То есть я сначала глянул, подумал, она где-то дома. Нет, она в этом образе для слова пацана, она посетила пострадавших от шахедов, от атак. Понимаете? Гетманцев не отстает. Говорит, в неимоверном драматизме противостояние с Морозом Мороз победил. Воду в комитетах слили. В прямом смысле. С труб. В переносном держимся. Сливаться не планируем. Ждем понедельника. Обещают +2. От того, что ты понимаешь, что будет +2, становится теплее. Духом не падаем. Потому что апрель близко. Гетманцев, апрель с понедельника +2, а апрель близко. Понимаете? Вот это вот прям єдина країна. Єдина. А в Киеве трубы, дают же, пытаются давать, запускать отопление. Рвет. Горячая вода хлыщет. Горячая. Просто неимоверно люди там и в торговом центре, и в домах запустили, а все, вот как, что ты будешь делать? Это дом полностью под ремонт. Ну ничего, апрель близко. А знаете, почему Гетманцев про апрель говорит? Потому что Киев-Водоканал заказал генераторы за 250 миллионов. Привезут не раньше весны. Браво! Брависсимо! Все вешаются. Все. Вот есть такая Анастасия Завадская. Это бизнес... у нее бизнес, она мастер-шеф, повар. Еду варит. Известная благодаря этому проекту. Мастер-шеф. В Искрах немає світла, немає води, немає отоплення, немає просто нічого. Персонал похворів, температура 40, у багатьох запалення легенів. Працювати немає кому, та й нема для кого, тому що люди не ходять, майже всі сидять вдома і, м'яко говоря. Вчора мого співробітника забрали ТЦК ввечері після роботи. Що вам ще розказати? Что вам еще рассказать? Люди болеют, на работу не ходят,
к ней в ее там рестораны, кафе, общепита, точки, тоже никто не ходит, некому ходить. Я реально, в мене відчуття, що я живу в якійсь кунсткамері, мене це все катастрофічно. І знаєте, що це тільки що робила? Я їздила в епіцентр, купувала бутлі для води на 3000 гривень, щоб набрати в них воду вдома, бо в мене є скважина, і відправити на іскру. Ну так вот. Ездила, бутли покупала, чтобы воды со скважины отправить. То есть вы понимаете, в каких условиях нам говорит Зеленский? Приезжайте в Украину, бизнес делайте. Бизнес! Вот она, бизнесменка. Да, это такая ниша, это там они куховарят, они дуркуют на этих проектах. Для чего? Для того, чтобы люди их узнавали об их точках общепита и к ним ходили. Это не посекунчики, которые там лопал Уитков в Саве, в Метрополе, в Москве. Это их кухня, они все равно стараются, они понимают, что это все, персонала нет, одного ТЦК загребли, воды нет, ничего нет. Можно бизнес делать. Макдональдсы закрываются, но не все, в некоторых играют. Ну так чувак приволок с собой и сидит. А что еще делать? Там хоть свет есть, есть возможность подключить, да, и вот он сидит, в общем, погружается в другую реальность. И перспектив нет хороших. От слова совсем. Потужный, непонятно, перекрасится или нет, губернатор Николаевской области Ким. Прогноз по электрике очень плохой, так что готовьтесь. Перекрытие дорог электрики не прибавит. А вот заявки на получение генераторов от громад для высот вышек связи помогут. Призываю громады готовиться к плохому сценарию. Сами тоже готовимся. То есть в Николаеве готовятся. Значит, улицы не перекрывайте. А это тоже последнее время такая достаточно тяжелая история. Вчера был Хмельницкий, там Сумы, Кривой Рог. Люди выходят, люди бунтуют. Люди прям, они в шоке. Доходит до рукоприкладства. Одесская область, Винницкая область, там еще пункт пропуска, это на границе, Могилев-Подольский. Люди выскочили из-за этих отключений. Они в шоке, говорят, так вот же, это с Румынии, Проводына, мы же тут рядом, да, или там Молдова, там, или что. В общем, мы на границе, вот же, нам же подпитка, вот это все. Почему вы у нас выключаете, и почему так несправедливо и надолго? Отмутузили начальника городской электропредприятия, да, которое услуги предоставляет. Люди бьют. Полиция как-то так не шибко защищает, защищает. Побили начальника энергетического предприятия, которое там местного, там не ДТЭК, в общем, которое, куда, платежки несут, тут того и побили, понимаете? Поставщика. А потом все как-то удивляются. Подождите, так а в чем дело? А кто вообще эти люди, да? То есть, кто против? У нас же все не так. У нас едина краина. У нас на самом деле все хорошо. Вот одна блогерша удивилась вообще, кто эти люди, которые Зеленского обижают, там вот это все. Хто всі ці люди, які пишуть в коментарях Зеленського до в'язниці під трибунал, що він винен у війні, що він винен в тому, що наші захисники гинуть, наші герої. Я хочу переконатися, що ці люди існують. Що... Вот так вот. Смотрите, это тоже, кстати, кто вообще эти люди? Кто это пишет, что Зеленский там плохой, Зеленский во всем виноват? Кто эти люди? Це не боти. Я почала виходити в ефіри для того, щоб переконатися, що це реальні люди. Якщо ти один з них, призначай мені зустріч. Да не дай бог встречу тебе призначати. Ты что, ты себя видела в зеркало? Встречу тебе призначати. Ты чё? Женщина?
Женщина, я не танцую. Я хочу подивитися в твої очі. Я хочу, щоб ти мені це сказав. Поняли? Она хочет, чтобы ты в глаза это ей сказал, что Зеленский тебе не нравится. Нам говорят, что это все какие-то боты пророссийские. Все это все ИПСО. Как вот эта Василевская Смоглюк говорила. Вот все те, кто Тину Кароль захейтил, это все пророссийские. Их всех надо в СБУ сдать. А страну же порвала. Песенки, вот эти все вещи. Она извиняться начала. Но был тот, кто за нее вступился. Знаете кто? Потап. Бляха-муха, вы заставили Тину Кароль извиняться за то, что она спела песню. Вот так она грустно извиняется. Вам не... Смотрите, похудевший на Оземпике Потап, ну, он сам об этом говорил, то есть спокойно, он там, они все там, все подколотые, все это самое, значит, рассуждает, не скрывая радости. В шоу-бизнеса, ну, если можно еще назвать в этом состоянии Украины словом шоу-бизнес то, что происходит, там же какая история разгоняется, что Тина Кароль, да, она, получается, пересидела, но она ближе к Зеленскому, ко всем остальным, чем, ну, условная Лобода, которая там вернулась, ей там пихают туда, что она недостаточно патриотка. Ну, ничего, нормально так по миру собирает концерты, ездит, там к ней едут и в Кишинев, и в другие страны, и те же украинцы ездят. Ну, в общем, но в Украине внутри, получается, Тина Кароль перещеголяла Лободу и, ну, его, эту, любимую, Настю Каменских. И он как продюсер, там были скандалы по этому поводу, что вот, там, он там ее подставил как-то, там люди там начали, там одна из блогерш, которая работала там гостевым редактором на одном из каналов, рассказывала историю там про салфетку, что ее чуть из-за Насти Каменских не уволили, а он это перевел стрелки на Тину Кароль, а Тина Кароль сейчас вообще как бы в топе хейта, она не попала в контекст, ее все хейтят, короче, он сидит и ржет. И играет, знаете, в кого? В Коломойского. Вот Коломойский про Юлю, а Потап про Тину. Стыдно вообще. Она ж пыталась что-то сделать. Понравится вам. Посмотрите, ну, ёлы-палы. До чего вы докатились? Такая девочка талантливая, худая, красивая. Просит вас прощения, что вам там что-то не понравилось. Вот вы, конечно, понимаю, что тяжело, но она как раз хотела вас отвлечь. Но не получилось у нее, так надо ее захейтить, так чтобы она извинилась. Народная артистка Украины, вы там вообще уже что-то. Я понимаю, что тяжело, ни на кого не наезжаю. Хочу, чтобы всем было хорошо. Знаю, что сложно. Может быть, было как-то неуместно. Ну, блин, ну посмотри, ну она же своя. Ладно, про меня вы что-то там сочиняете какое. Так я могу и ответить. А она же девочка. Ну что вы? Ну так вот. Нормально все. Вот это Потап вступился, как вступился. Ну, ему в соцсетях тоже ответили. Ответили капитально. Я думаю, это вы тоже заметили. Последствия, скажем так, разного рода манипуляций над собой косметологических, или знак В. Раньше это был, считался, токсический знак российский. З, О, В, да. А может, это сейчас означает Ви, победа. Победа! Кто победит? Потап победит. Смотрите, какой у него. Он прям излучает победу. Прям на лбу у него написано, что победа. Так и говорит вам по-отечески. Понимаю, что тяжело. Понимаю. Но не нападайте. Не нападайте на Тину Кароль. Послушай Потапа, не нападай на Тину Кароль. И вторые сутки у всех просто рвет башню от этих советчиков, которые договорились уже просто до идіотизму. Потім є іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони... Это подруга Кулебы. Говорит, она правда, она владеет магазинами с игрушками для взрослых. И вот это вот в интервью говорит, есть такие модели, которые греются 38 градусов, и мы их для холодных вечеров используем. Нагрівається до 38 градусів, якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися. Конечно. Нет отопления. Обложись и грейся себе нормально. И вы заметили, что... Вот я, кстати, сегодня же такой какой-то день
И когда переглядываешься, а что сегодня за день? А сегодня же, наверное, какой-то праздник или что-то еще. Зеленский утром очень слабенько поздравил, то обычно он видео записывает, то что-то еще. День же соборности, еще называют Злука, это когда Западноукраинская Народная Республика с Украинской Народной Республикой объединилась, 4-й универсал, это как раз там все бушевало во время этого, но, в общем, они должны были быть вместе, и это вот там куча этих мероприятий, там давайте возьмемся за руки от Львова до Луганска, это все там по Днепру, там мосты, короче. Видео на начитке, похоже, старое какое-то, да? Может и новое, но как-то тут сделано все так. Да. Поздравлений никаких особо не было. День, который как бы говорит нам о том, что Украина единая. В пропаганде не используют сегодняшняя власть в сегодняшней ситуации. Отмечали только, знаете где? Во Львове. Ну, понятно, да, надо этот самый спеть гимн, они выставили всех каких-то военных, ну, наверное, ТЦКшники, понятно, кто еще, пожарные там, молодые, немолодые, короче, всех, кого можно было, выставили на площадь, и вот, пожалуйста. День Соборності – одне із найбільших національних свят, бо як кількасот років тому українці боролися за соборність, за Сколько? Я что-то я пропустил. По истории, наверное, за сало мне хорошую оценку поставили. Давайте еще раз. Українці боролися за соборність, за як кількасот років тому. Несколько сотен лет назад украинцы боролись за соборность. Женщина, передайте за проезд. В смысле, несколько сотен лет назад боролись за свободу, за соборность? Українці боролися за соборність, за єдність українських земель. Так і сьогодні триває війна, до речі, з тим самим ворогом, що і... Это какая-то вообще интересная. Значит, как несколько сот лет боролись за соборность, так и сейчас идет война. Меня всегда эти раздражали формулировки, они такие школьные, видимо, учительница какая-то. Чему ты детей научишь, если ты учительница? Сотні років тому за соборні українські землі. І тому це свято для всіх українців має бути визначальним, бо ніякі території, жодні території, ніяка влада не повинна здавати ні на яких умовах. Поняли? Никакие территории, ни на каких условиях, никакая власть не должна сдавать День соборности сегодня. Для мене День соборності – це тоді, коли весь народ об'єднаний, наша віра в перемогу і єдність у всьому. Вера в победу и единение во всем. Ще за все це історичне свято, адже як ми пам'ятаємо, що це день Злуки, Зунер і Унас. Молодец. Хоть кто-то, видимо, недавно школу закончил. Це повторення традиційних наших ще бажань предків, які ми ілюструємо на наше сьогодення. Адже особисто моя думка, що саме сьогодні такий складний час, такі складні погодні умови, ситуація в цілому в країні, і Схід, і Захід, і всі українці в цілому мають триматися разом, гартовано боронити себе проти ворога і стояти одним фронтом, однією силою проти російської агресії до нас. Для мене День соборності – це як ознака і підтвердження того, що ми є один народ, і попри якісь незгоди, які можуть нас виникати, все одно в цей день ми всі об'єднуємося, ми стоїмо, ми сильні. Так не травите свой народ. Это она говорит в день, когда... Это же Львов. Вот есть Львовский театр балета. Они поехали с Щелкунчиком, с Лебединым озером, да и Щелкунчика до этого тоже. Но это играли, да, это симфонический оркестр по Щелкунчику. Не-не, я имею в виду, вот сейчас, да, скандал солистов балета со Львова, Прима там, да, в общем, их работы могут лишить, потому что они в Европе давали «Лебединое озеро» Чайковского. И вот он говорит, что мы один народ,
У мене День Соборності, коли всі наші сили разом об'єднані, і тільки разом ми всі до перемоги, тому що один в полі не воїн, а разом ми... Ой, хорошая песня. Один в поле воин, воин в поле один. Слушала, наверное, тоже. Эй. Можемо все. День Соборності для нас, як для маріупольців, це не просто слово, це єднання українців, єднання Сходу, Заходу. Це, по-перше, допомога, підтримка одне одного. Да, помощь, поддержка друг друга. Поддержал же Львов мариупольцев. А вы что думали? Вот она вот День Соборности Злуку отмечает. Никто ни хрена не отмечает, а во Львове вот отметили, и в Мариуполе кусочек туда присовокупили. Вообще все должны объединяться. Сегодня стало известно, что Федоров уволил там 5 замминистров или что-то в этом... в общем, всех под себя перелопатил. Короче, занимается Федоров. Это тот, который 50 тысяч себе поставил цель убивать в месяц российских войск. И ему в этом поможет бравый человек, который знает, что такое убийство, знает, что такое ножики. Это Стерненко. Значит, теперь с сегодняшнего дня он советник Минобороны с вопросом повышения использования беспилотников на фронте. Об этом сообщил Федоров. Другого специалиста по повышению беспилотников использования на фронте, видимо, нет. Это, конечно, потрясающее назначение. О многом говорит. И еще одна очень воодушевляющая новость от Министерства обороны. Значит, Минобороны масштабирует обучение, внимание, госслужащих по вопросам мобилизации. Значит, сегодня отчитались, что первая группа специалистов, это представители облгосадминистраций и районных администраций, завершили курс повышения квалификации по программе, которая предусматривает углубленную подготовку по организации и проведению мобилизационной работы. Загадочно, по-чиновничьи звучит. Ничего загадочного нет. Выборы. Надо переизбраться. ТЦКшников заменят на чиновников местных, которым проводят вот эти курсы и ликбез Минобороны. Они будут, собственно, помогать ТЦКшникам. Это все облечат вот в эту форму. И всех будут гнать наперед, впередок, на фронт. Все на фронт. Все должны сточиться, но 50 тысяч в месяц российских войск должны положить. И ТЦК теперь в каждом селе будут иметь все полномочия вместе с этими чиновниками по мобилизации. А мобилизация лютует дико по стране, несмотря на вот эти все реформы. Это о фронте так немножко призабыли, хотя как тоже, да, как призабыли. Продвижение есть, там в районе около Покровска, там в той стороне. Есть продвижение. Фиксируется в Запорожской области тоже, но об этом все как-то не в фокусе. Кладут просто народ на алтарь вот этой войны. Гребут всех подряд. Задулось, пацаны, задулось. Значит, это Луцк. А, хорош. Это Луцк. Едут чуваки. Они схватили, эти ТЦКшники, парня. Посмотрели, а он молодой. А он молодой, понимаете? То есть, хлопец молодой. Они его выкинули из автобуса. И, ну и так, чтобы не вонял, задули газом. Второй там, видите, там тормозит, помощь, там что-то водичкой можно пополивать его или что-то еще. Точно так же было уже со старым, ну, в возрасте человеком. Скандал лютый. В Хмельницкой области остановили на блокпосту остановили автобус пассажирский, который вез людей из Праги на автобусе. И давай крутить водителя. Никто! Не надо так тыкать! Алло, так ідіть повоюйте ви! Що ви не воюєте? Що ви тут торчите? Забираєте! Значит, скандал жуткий прямо на дороге.
Те кричат, чего вы его забираете, нам же ехать надо, что вы творите, идите воевать, иди ты повоюй. То есть они выперлись на дорогу, они, женщины, там в основном женщины едут из Европы, как говорится, да, из Праги, с той стороны. И давай, ну, как бы отбивать вот этого мужчину, который водитель. Девочки, стоїмо, нас буде видно там Понимания не нашли со стороны мусоров и вот этих вот, да, ТЦКшников. И стали перекрывать дорогу, прям трассу, где их остановили. Півчаса вже, ну відпустіть ви його. Він зараз пинять, ви не розумієте, його зараз пинять по всіх блокпостах. Чим раніше в світі приїде водитель, це не то, що ми затягнемо. Не можемо позвонити, не можемо. А це дивіться, всі питання до водія, як він сів за руль. То есть, смотрите, все вопросы к этому водителю, который сел за руль вашего пассажирского автобуса. Значит, у всех есть документы, а у него нет документов. Поэтому мы его отпустим, его на следующем блокпосту остановят. Понимаете? И он доказывает, этот полицейский, этим женщинам, а те говорят, так позвони на следующий блокпост, чтобы его не останавливали. Но почему? Мы заплатили деньги, мы пользуемся, ну, как бы услугами автобуса. Никто вместо него не сядет сейчас и не повезет нас. Посреди поля, на Вкраине мылей, мы сейчас стоим на морозе, торчим, скажем так, и не доезжаем из Праги. Це законодавство. Ви розумієте, ви зараз тут півчаса постоїте в літині півчаса і пішли далі. Вас ніхто не відпустить. То, що ви так будете робити, ви далі вас зупинять. Вас будуть перевіряти мільйони відповідних документів. Я ще раз поясню, в них є документи, які часто... Короче, долго он им рассказывал по поводу документов, по поводу всего. В общем, ситуация повернулась вообще неожиданным образом. Женщины отбили у этого блокпоста своего водителя автобуса международного, да, отбили. Но он там проехал дальше, и ему плохо стало с сердцем, сердечный приступ накрыл. Ну, то есть, да, вот промурыжили дядьку, а ему с сердцем плохо придавило, и, в общем, все равно они там тормознулись, и очень и очень... Ну, короче, жесть ситуация просто, да. Все равно, в общем, отразились вот эти блокпосты. А это Киев. Это Киев. Пакуют. Прям вот сегодня вечером сообщили, что куча народу, они их отбивают, а те пакуют, снимают. Пожелания сыплятся, конечно, аховские. Ну, в конце концов, сели и уехали. Как видите, все очень просто. Что в Киеве, что в том же Львове, где День Соборности празднуют. Точно так же. Точно так же. Бедная девочка выскочила, попыталась там чего-то вмешаться. Не получилось. Сразу быстро хлоп и все. Причем самое интересное, задача сделать так, чтобы максимально вот быстро, чтобы людей не собирать. А люди, вот чем дальше, тем больше пытаются отбиваться. Вот Черновцы. Люди отбили вот в ситуации в Черновцах народ. Человека. То есть собрались мужики. Вот они его тянут. Причем кто-то по гражданке, кто-то не по гражданке. Женщины, неважно. Но это вот плюс-минус людное место. Мужики начали вписываться, говорить, что вы делаете? По морозу, так сказать, его раздевая.
и полетела там даже в рукопашную. Долго, как говорится, нудно, но все-таки удалось расцепить руки. Этот человек снимает в машине. Да, в общем, люди в эмоциях, но, как говорится, получилось. Получилось, и человека в Черновцах в этот раз все-таки отбили. Причем интересно, что вот сегодняшнее тоже видео, допустим, как они вот общаются, да? Надо вот максимально быстро все провернуть, потому что люди, ну вот, например, там в Черновцах еще, вот видите, Махач какой-то, еще где-то Махач. Вообще сейчас рассказывают, что не шибко хотят они драться, ТЦКшники, ну не шибко. Они в основном хотят как бы до того, как народ соберется. Офігеть, я перший раз бачу таке. От бусик ТЦК. Вот Город Киев. Показывает человек бусик ТЦК. номер. Вот зловили типа, обалдеть. Новий клоун, відпустіть блін його. Да посигналь себе в голову! Офигеть. В голову посигналь! Ти сьогодні в інтернеті будеш клоун. Да будь где хотите! Ну вот так. Очень и очень опасаются они, чтобы они появились в интернете, потому что, видимо, время ТЦК – это агония, а вообще время ТЦК заканчивается. Время ТЦК заканчивается. Вот этих видео, как вот в Днепре сегодня, по которому прилетало, прямо во дворе дома. Задача, чтобы никого не было рядом, чтобы никто не вмешался, потому что если вмешиваются, да, то они уже не такие, да, борзые не такие, как бы, за редким исключением. Ну, это видео, конечно, чистый искусственный интеллект. Вот чистый. Херсон. Станция техобслуживания. Заходят ТЦКшники. Мужик крутит машину. Рассказывают, чё почем, чего куда. Ну и начинают его, собственно, вязать. Парни как бы не растерялись, которые рядом. Подбегает еще один ТЦКшник, короче, отбивает первого. И прогнали. И прогнали, как говорится. Ну вот такой эпизод. Не на каждое СТО уже так сунешься. Вдвоем, по крайней мере. Люди дают отпор, но не всегда получается. В основном, конечно, на этом всем, это все сказывается на пополнении вот той самой армии. Вот военный недавно рассказал, кого привозят. Усім міцного козацького. Ну и тебе міцного казацкого. Это типа здоровье. Видно, человек на фронте, видно охрип, видно обезумевший взгляд от того, что с ним происходит. Но информация, которую он выдает, обалденная. Передаю величезне вітання Одеському ТЦК. Прийшло поповнення 20 чоловік. Із них 11 системних наркоманів на програмі з стажем по 20 років. Інших 4 аутиста. Остальні під 60 років люди. Ви що, ви сюди їдьте нам допомагати на Запорізький напрямок. По-моему, все понятно. Вы приезжайте, помогайте. Кого вы присылаете? Каких аутистов? Каких наркоманов на системе? Кого? Вы в своем уме? Предпенсионного возраста дедов на запорожское направление вот человеку прислали в помощь. Это тебе. Возись. Одесский ТЦК. А кого еще можно, ну, как бы так набрать? Ну, только вот, если они набирают вот такими методами. Оп. Смотрите, как нормальненько так раз, успокоил. Это он так вбивает любовь к родине в Одессе. И потрясающее объяснение от Одесского областного ТЦК. Во время, ну, скажем так, в соцсетях вот распространили
на улице Софиевской, видео, во время того, как проверяли документы, обстоятельства выясняли, гражданину было запропоновано, то есть было предложено предоставить документ, а физическое влияние или воздействие, физическое воздействие применялось исключительно с целью прекращения противоправных действий. То есть вот такой комментарий на это видео. Все поняли. А потом удивляются, почему люди прячутся, почему никто не хочет служить. Почему они как-то вот не попадаются на глаза ТЦК? Все так удивляются. Но ТЦК это кто? ТЦК вообще это боги. Их защищает система. Вот в Тернополе спрашивают у ТЦКшника, интервью они раздают. Интервью говорят, а кто вот неприкасаемый для ТЦК? А он говорит, нет неприкасаемых для ТЦК. Все под нами, все под колпаком. Чи є недоторканні особи, яких не зачіпає ТЦК? Таких людей де-факто нема. Все. То есть, де-факто таких людей нет. Нет, я, конечно, понимаю, что у него, у этого тернопольского военкома, у него прям аж волосы выпали. Говорит, ну, ты такой умный, что мы не можем расти оттуда, откуда мозг твой гениальный. Он говорит, неприкосновенных людей де-факто от ТЦК нет. Просто в них є всі підстави для відстрочок, або, скажімо так, вони можуть бути... Зачем тебе голова? Чтоб шапку носить. Говорит, просто у одних есть все основания, что подсрочка там это, а у других нет. З військового обліку. Вони можуть мати різні підстави для відстрочок, але вони про це не афішують. Тобто, як кажуть пересічні тернополяни, блатних в лапках для вас немає? Ні. Нет, блатных нет. А знаете почему? Потому что с ними Бог. Вот это тернопольский военком. А в Сарнах, там, где до потери пульса, ну, я показывал недавно в шуме, да, сын бегает, афганец ищет своего, отец ищет своего сына, да, там, где на взятках ловили ТЦКшников. Потому что они вот Божий промысел исполняют. Оце діє це все витягнути. Нормально. Так, будь ласка, до гурту. Ви мене в машині, а їх окремо. Господи, Боже, благослови. Я перший раз бачу, слухайте, працівників ТЦК, слухайте, перший раз. Зараз не вас з ним. Аж мені приємно. Слава Богу, кричат. Я первый раз вижу ТЦКшников вживую, этот батюшка, а ему кричат, слава Богу. Хотів подивитися, як вони виглядають, слухайте. Такі всі, окропляться. О, Йордані, хрестився ти, Господи, райше поклонилося, і духу вирені голубиному, ці слова стверджував, слава тобі. Господи Боже, поблагослови хлопців. Благослови хлопцев, Господи Боже. То есть он освящает ТЦКшников. Вот как там люди дома освещают, машины или там бизнес. Вот было модно, батюшек водили там на магазин, да, чтобы прибыль была, чтобы он пошел там бусик, хлопцев. Територіального комплектування, щоб ви були здорові в новому році. Щоб це все закінчилося якнайшвидше. О, Господи Боже, поблагослови. Ну і ще хрестика вам дам. И крестика еще дал поцеловать. Христос охрестився, Христос охрестився, Христос охрестився. Зі святом вас поздоровляю. З вами здоровими. Миру, здоров'я і спокою. Дай Боже, щоб ви, скажу, щоб ви були біля своїх сімей, біля своїх дружин, біля своїх дітей. Так, а ми самі ми розуміємо, яка це робота. Да они сами возле семей, возле жен, они понимают, какая это работа. Я колись мені казав поліцейський, каже, та нас, каже, кривуть, проклинають. І ми розуміємо, як воно це все сьогодні відбувається. А дай Боже, щоб настав цей справедливий, довгоочікуваний мир, який ми всі чекаємо. І щоб ви були здорові, хай Господь Бог, також це ваша робота, ми все розуміємо, хай Господь Бог приносить нам благословення у ваших домівках, до ваших дітей, до ваших дружин, до всього. І всього вам найкращого в нашій Україні. Дожили. ТЦКшников благословляют. Вот этих самых ТЦКшников благословляют. Понимаете?
А ты не хочешь пойти ухилянта благословить, чтобы он был дома, возле дружины, возле жены, возле детей, возле семьи? Нет, нарратив другой, и он поддерживается. Уклонист – паразит. Певно, є ще там якась кількість енна, які не знають, за що їм воювати, що їм потрібно. Мені Україна нічого не дала. Такі, знаєте, п'явки, які тільки висмоктують, не усвідомлюють. Це паразити. Паразити. Точно, П'явки, так, вони п'явки хоча б дають якусь користь. Це паразит. Паразит. От це якраз той момент, чому я казав, що така людина краще нехай піде. Тому що це потенційний розмножувач цього негативу і цієї нездорової атмосфери. Вообще негатив, потом батюшек не напасешься на них. Отпевать, отмаливать. Я вообще предлагаю вообще ухилянтов мышами называть. Вот, смотрите какое. Замечательное на поздняках в Киеве видео. У нас нет тепла, света, воды, интернета. А киевляне, вот смотрите, какие они потужные, какие они молодцы. Они вот танцуют в образе мышек, надели ростовые куклы, и вот это вот все. Символ потужности. Даже замерзшего голубя в Киеве превратили в инсталляцию. То есть взяли голубя, я так понимаю, там уже как бы сканавшего, облили, а он на морозе застыл. Вот, смотрите, инсталляция. Мир сходит с ума, и люди сходят с ума. Ужас, что творится. Да, вот такой шум у нас сегодня, друзья. Давайте подведем итоги наших сегодняшних опросов. Зачем Зеленский приезжал в Давос? 11% все нормально со светом, почему не ехать? 15% выбивал ПВО и деньги от Европы. 27% случайно Трамп сболтнул лишнего, тут возьми и приедь. А то мало ли что. Проще ж приехать, чем не приехать. Ну и 47% считают, что его жестко прогнули. А как? Вот мы совсем-совсем скоро поймем. Совсем-совсем скоро поймем. И, собственно, я думаю, что нам это во всяком случае удастся. По крайней мере, разобраться. Так, что там сейчас по новостям? Да, Витков встретился с... Ну, вот опять-таки, завтра. Такие тоже послушают там. И Трамп все, что хочешь, может сказать, понимаете? Но я так понимаю, что все-таки как было назначено, так вот они и встретились, да? Вот, пожалуйста, кадры, собственно, встречи. Встреча Путина с Виткофом в Кремле. То есть эта встреча случилась. Ну, тут прикалываются, какая встреча была. Первая фото встречи. Трамп пожимает руку Буданову. Буданов поклонился немножко, да, вот так вот сделал. Да, значит, конечно, топ-тема это что решит Витков и Путин. Это мы, наверное, узнаем уже завтрашнему дню, более будет, как бы больше будет информации. Тем временем оглашены там полный состав участников переговоров в Кремле. Значит, кроме Уиткофа и Кушнера с Путиным встречаются, ну, принимают участие, имеется в виду, помощник президента Ушаков и спецпред Дмитриев. И еще один участник с американской стороны, это, кстати, очень интересно, это комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. Значит, раньше Грюнбаум работал в инвестиционной сфере, занимался инвестициями, реструктуризациями компаний. Короче, какой-то очень интересный узкий специалист присутствует с Кушнером и Виткофом. И это очень интересно. Встречается этот узкий специалист с Путиным, да, вот с этими, так сказать, на этом уровне. Это означает, что совсем будут очень и очень неожиданные, и я бы сказал, очень интересные новости. Все, я понял. Все, вот. Это вот эта оговорка, значит,
Бельгия не подписывала Хартию Совета мира. Это сообщение является неверным, сообщает бельгийская сторона. Выступаем за общий и скоординированный европейский ответ. То есть они за глобалистов бельгийцы. Но давайте так. Перепутали. Беларусь имели в виду, а Бельгию записали. Вот, открылась эта тайна к вечеру сегодня. Значит, вот такая вот история. Ну и еще одна история. Это, конечно, тоже, знаете, на уровне вот какого-то трэша, который происходит и, собственно, с людьми делает всякую историю. Ну, просто умопомрачительный там какой-то вынос мозга. Экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михаличенко избил сантехника, потому что не было отопления. По информации журналистки Суспильного, экс-тренер «Динамо» отправил коммунальщика в больницу, а начальник ЖЭКа, который снимал драку, впоследствии заявил о том, что видео исчезло. Михаличенко заявил, что ему все равно на огласку инцидента. И, в общем, хотите сообщайте, не хотите не сообщайте. Причина конфликта – отсутствие отопления в доме. По словам, в общем, этого начальник ЖЭКа снимал все на телефон, однако после общения с Михаличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи по дому очень хорошо про этого слесаря отзываются, каждый день приезжает с Гостомеля, помогает, там что-то работает. Он в полицию обратился, этот слесарь, и переживает из-за того, что имя очень известное, дело могут замять, поэтому вот такая вот, собственно, сенсация. Ну и пуски сообщают, что с 7 направлений направили дроны. Сегодня может быть больше среднего именно этих дронов. Ну вот так, собственно, и пошумели, дорогие друзья, сегодня. Спасибо большое за то, что побывали. Спасибо за то, что будем ждать, конечно, всех новостей. Как говорится, отовсюду. Спасибо, что поддерживаете в чате трансляции. Спасибо, что не забыли поставить лайк. Да, спасибо, Оксана Чеботюк стали спонсором. Анна Салам, спасибо за поддержку. Владимир тоже с самого начала поддержал. Вот, я хотел заглянуть в... Скажем так, поддерживали во время эфира по QR-коду, поэтому... Гренландия дает доступ к шельфу и Северному морскому пути. Ледокольный флот России больше всех вместе взятых, всех стран, и в его вкладывается по полной. Пишет аноним. Здравствуйте, да, спасибо большое. Позовите нормального экономиста, кто с цифрами может апеллировать по фактам, чтобы понятно, что было, кто из стран группировок на что реально способен. В каком ключе способен? В экономическом ключе? Или в ключе военно-политическом, это важно. Ну, спасибо за рекомендацию. Спасибо за эфиры, вид у вас замученный, при каких условиях вернулись бы домой мира и добра. Наверное, при смене власти. Возможно, ну, при смене власти и, ну, вот этого, скажем так, безумия, которое поменялось бы вместе и ушло бы вместе с этой властью. Наверное, при этих условиях. А там посмотрим, как еще... Видите, как не выкорчевать его, не выковырять этого Зеленского. Никак. Как ни крути. Так, Саня, спасибо. Шелест. Танцы, да. Спасибо большое за лайки. Вопросы оставляйте в клубе. Да, спасибо. Шо, батьку обманули? Да не, перепутали с бельгийцем. А ну что, бельгийские вафли, белорусская картопля, драники перепутали. Значит, что с Тележенко? Связывались с Тележенко, обещал подумать. Ну, там у него, скажем так, были вопросы по здоровью. Там, ну, имеется в виду, долго там не может не выдерживать. Час какой-то. Больше Тележенко ничего не знаю. Буквально пару дней спрашивал о возобновлении эфиров. Ну, возможно, возобновит. Так, значит, Александр, вам не стыдно быть украинцем? Нет, не стыдно. Не стыдно. Украинцы приличные люди, тем более, что мне вообще не стыдно быть украинцем, потому что мать у меня русская, отец украинец, вообще не стыдно быть украинцем. Когда из 20 миллионов населения 46% люди возраста дожития, какое население будет, скажем, через 20 лет? Завезенное. Очень простой ответ на ваш вопрос. Завезенное. Только если мы
значит, только в одном случае. Если мы не вернем всех украинцев, не откроем границы вообще во все направления, не там возместим, не признаем там документы, то есть, короче, не ров с крокодилами, там, где вот это вот Зеленский шутил, граница или линия контактная, а вот реально, вот реально, чтобы было, скажем так, пункты пропуска, разрешение, въезд, выезд, без проблем, то есть без всяких этих моментов, будет очень плохо с демографией. Только когда человек, например, из Луганска, или который там из Мелитополя, или из Бердянска, может ездить в Запорожье и обратно, как раньше, налаживать быстро вот эти связи, только в этом случае как-то вот население... И, конечно, понятно, экономические условия. Да, вот нужен рост, нужен бум, нужен... Вот это все нужно. Ну, война закончится, бум, в любом случае будет. И вот эта торговля будет. И торгуя с Россией, да, торгуя с территориями, которые не подконтрольные сейчас, активнейшим образом, только так можно быстро очистить все от мин, последствий войны, и чтобы люди были, чтобы им было интересно зарабатывать, чтобы они возили товары туда-сюда. Только в этом случае люди там через несколько лет смогут начать рожать снова. Во-первых, вернуться, приехать, а во-вторых, начать рожать снова. Так, Саша, спасибо за эфир. Сахалин собирается на работу. Привет вам на Сахалин, спасибо большое за то, что смотрели. Так, Шум топ, огромное спасибо. Когда закончится война? Кто-нибудь знает? Келлог знает. К августу месяцу закончится. Мне кажется, быстрее. Саша, вам не соромно відповідати на запитання, не стидно быть украинцем, соромно задавати такі питання. Ничего стыдного нет. После того, как этих украинцев, нас, нормальных украинцев, русскоязычных, абсолютно там людей, там патриотов своей страны, смешали с дерьмом, вот это должно быть стыдно, понимаете? А по поводу там за границей, я согласен. Я согласен. Ой, господи, год не пил алкоголь, с вами выпил. Не надо, не пейте. Это потом на утро голова болит, не пейте. Смотрите, вот это должно быть стыдно. Должно быть стыдно открыть рот на себе подобного, на своего. Я вот я не понимаю, где это все, понимаете, профукано было, да, вот живя там в Луганске, в Луганской области, там, потом в Киеве, всегда. Тот на русском, тот на украинском. И хорошо, и все друг друга понимают, и все. А потом в один момент у всех перемкнуло, понимаете? И вот эта вот как бы тенденция стала... Никто не сказал «нет». Этим кто-то мог быть Зеленский в 22 году, который включался из каждого утюга на каждое вручение премии. К нему книжки писали. Потужный, Незбих, Боневтик, такой весь герой, ему премии все, ему там на Оскар, ему... Он вышел и сказал один раз, сказал так, все, тема языка в сторону, мы единая нация. И, все, и этого бы было достаточно, даже до 26 года. Но все пошли по пути вот этого, скажем так, отряда УПА, лента за лентой, патроны подавай. И более того, еще начали стыдить тех людей. Причем это давно началось. Это началось давно. Я был в Киеве, у меня была машина на луганских номерах, это было невозможно проехать, ни на одном блокпосту. Тебя сразу останавливали и давай, а ты откуда, а что номера такие, а кто там у тебя знакомый, а в России, в Беларуси родственники есть. Это обычный блокпост в Киеве. Поэтому надо было просто менять номера, понимаете, на местные. Тогда это все прекратилось. А так люди сейчас, я прям, у меня так где-то сжимается внутри, когда там я вижу в ТикТоках люди постят, в сторисах разных, в соцсетях свои машины на донецких, луганских, внимание, а с недавних пор запорожских, херсонских номерах. И запорожских крепят, и херсонских крепят точно так же, потому что это ж не подконтрольная территория, а ты тут на этих номерах ездишь. Поэтому эту придурь просто надо было выбивать изначально. Александр Шелес, вы не думали пригласить на эфир Школьникова? Не соображу сейчас, кто это, что-то знакомое. Не думал, поэтому не думаю. Так, куда пропал Димурыч? Объяснял, развивает свой канал. Возможно, вернется, почему нет?
Соскучились за Тимура, переходите к нему на YouTube. Вы очень уважительны со своими зрителями, спасибо. Так, понимаете, в чем дело? Это не потому, что... Это потому, что есть воспитание. Это потому, что, смотрите, вы думаете, что мне там говна не пишут, или там не хамят, или не выделываются передо мной в комментариях, или перед кем-то, да, ну, там, или с гостями, с какими-то. Но человек имеет право выйти, и вот это показывает прежде всего его культуру, его мнение, его уровень образования и его понимание, да, трезвую оценку. И вот каждый, получается, делится своим уровнем воспитания, оценки, познания, образования и всего остального, там, духовного какого-то уровня. Каждый делится, и любой человек, который читает, это может сравнить. Да? Поэтому главный посыл – не надо уподобляться. Я думаю, что нам сегодня в шуме удалось немножко раскрыть Зеленского и истинные его мотивы. Потому что сейчас вот это пишут, как он натыкал Европе, какой потужный. Это все цирк. Если бы это был не цирк, Макрон бы не побежал бы там задерживать, проверять какой-то танкер. Кая Каллас не выперлась бы с 10 миллионами на этот трибунал, который никому не сдался. Никому не сдался, понимаете? Так, что вы мне пишете? Да, немножко приболел, есть такое. Поэтому, может, кажусь грустным. Все хотели государства, все равно все хотелки государства основываются на экономике. А если либо нет, либо в весьма плачевном состоянии, то болтологию экспертов, политлидеров можно не брать во внимание, просто шум. Нет, просто шум, уважаемый аноним, это у нас. А вы изначально не правы. Все хотелки государства основываются на экономике. Вы на Украину последних лет посмотрите. Вот просто посмотрите на Украину последних лет. Вы только подумайте, за какой шиш вообще у нас есть такое понятие, как гривна. Как понятие. И то оно сейчас в последнее время бьет рекорды, курс гривны. Поймите, не потому, что у нас экономика. Нет. Откуда у нас золотовалютные резервы? Откуда это все? Почему Кристалина Георгиева из МВФ нам рассказывает «рычите»? Поэтому это не экономика Украины обеспечивает эту войну. Это на самом... Знаете, есть такое выражение «американская мечта». А это вот украинская мечта. Все дают на вот это вот все. А тут только поджали вот эту капельницу, да, перекрыли краник. Уже побежал Зеленский исполнять там шоу номер, понимаете? Давайте я сейчас нападу на Европу. В конце концов, на Европу он может позволить себе понападать, повыделываться там, как сегодня в Давосе. На Россию бессмысленно, потому что Россия сейчас показывает... Вы заметили, что у него очень изменилась риторика в адрес Путина, в адрес там вот это русские, вот это он постоянно повторял. Потому что, получил щей по щам, хорошо получила страна. Точнее, не он, ему-то все равно, у него все хорошо. Но он понимает, что у россиян, у Путина сейчас вот эта кнопка. То ли там и без подстанции АЭС можно вырубить. То есть это реальность. Дальше. Мосты пошли. ПВО нет, все это видят. Сырский признал сегодня вечером, вот мы с вами в шуме, вот свежее. ПВО говорит, нет, мы не можем защитить гражданские и объекты инфраструктуры. Все, вешайся. Это означает мосты, Днепрогэс, у них куча возможностей поразить. Плюс еще этот орешник. Как указатель, что мы можем что-то такое поразить, что от чего будет небу жарко. Например, там, я не знаю, орешником по мосту, наверное, не стреляют. Все-таки там какой-то разлет, диапазон. Но, например, по такому объекту, как дамба, почему бы и нет, понимаете? Днепрогэс. То есть, и все. И он уже как бы... Против кого ему выступать? Против Трампа он не может себе этого позволить. Потому что Трамп его уничтожит. Я еще в шуме сегодня не привел эту линию, но она тоже очень важная. Обыски были у главного пограничника Дейнека. Взяли его и шьют ему контрабас сигарет. Как это по-украински? Споконвічно. Во все времена эта история. Когда в Европе начали бороться с курением, задрали ценник, из Украины переправляли дешевые туда сигареты контрабасом. Навар 100%, 200%. И погранцы в доле. Погранцы в доле. Кого выпускать?
Погранцы сами могут, ТЦКшники недавно брали этих ТЦКшников в Одесской области, они сами переводили через границу за деньги мужиков. Ну а что не заработать там по 8, по 10 тысяч долларов, люди готовы дать, они тебе дали, они взяли за руку, перевели, все, деньги здесь. Не делятся, сволочи, поэтому их накрыли. Погранцы точно такая же система, но это все система вертикально интегрированная. Все перестали, вы заметили, где-то около годика никто не говорит о том, что эти ТЦКшники или вот эта бабушка, которая ВЛК, я вам ее показывал там, ну и все показывали, в Днепродзержинске, Днепропетровской области, начальница ВЛК, у которой нашли 300 тысяч долларов. Ее что накрыли? Она просто решила демпингнуть, ну чуть-чуть дешевле рынка, да, дать и себе положить в карман. Ее сразу накрыли, деньги схватили. Вы думаете, деньги куда-то там пойдут? Нет, они пойдут назад. Никто не говорит, что погранцы, таможня, вертикально интегрированные вещи. И занос идет непосредственно куда? Куда надо. И все там, все четко понимают, куда. И касса, походу, не поменялась. Ну вот, потому что Ермак не в ВСУ, Ермак еще нигде. То есть все там нормально, все у них идет, все отлажено. Но НАБУ резко активизировалось. Того за какую-то мелочь, то депутатика какого-то, то начальника погранцов, то еще что-то. И сразу все как-то так вот заерзали, потому что Трамп может дать отмашку. Раз, и все. Как Шелест относится к тому, что Министерством обороны Украины управляют молодые мальчики, мошенники, что умеют нагло разводить людей, такие как Федоров и Стерненко? Далеко пойдет развитие армии. А им не надо, чтобы далеко шло развитие армии. Им надо показатели выполнить, понимаете? 50 тысяч в месяц убитых. Не выполнят? Нарисуют. Смотрите, и тем более нет понятия развития армии. Что значит развитие армии? Армия уничтожается, она не развивается. Армия выживает. Развитие армии – это развитие мысли в условиях уничтожения. Почему сейчас, например, прут вот эти новоделы и с одной и с другой стороны по беспилотникам, по рэбам, по всему на свете? Потому что от этой смекалки зависит твоя жизнь, вот и все. Я потомок киевлян, про украинство понимаю. Это сельская культура, не повод из горожан лепить украинцев. Это не хочу реагировать. Извините, это ваше мнение, можете при нем остаться. Александр, может, украинцы изменились? Просто война показала изнанку человека, лакмус которого в мирной жизни нет. Украинцы изменились. Да, украинцы изменились. Прошло похмелье вот этой опьянения потужностью, незламностью. Прошло, ну как, проходит сейчас еще в похмелье, но оно пройдет. Так. Спасибо за работу. Да, спасибо большое. Угу. Трамп выдал Зеленскому красную карточку, поставил ультиматум. Квартал 95 и воровство закончится. Кому Шелест служит теперь? Шелест никому никогда не служил. Уважаемый пользователь, никому никогда не служил. Нет, можно сказать, что я служил, я работал на государственном телевидении, поэтому как бы государству, ну это не госслужба, ну типа из бюджета зарплату получал, да, то есть в свое время получается, что государству, разбюджетником был, да, то есть получается вот так. А во всех других случаях нет, никому. Так, друзья, всем большое спасибо. В России до войны на ТВ-эфирах присутствовали украинские политологи. У вас был хоть один российский политолог, и где было свободы больше? Может, у вас была одна видимость? Да были российские, по-моему, политологи, кажется. Ну, сейчас я не хочу в этом копаться в памяти, кого-то быстро не могу назвать. Общий фон, возможно, где-то вы и правы, но это только отчасти. Только отчасти. Друзья, всем большое спасибо. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что пишете текстом, спасибо, что суперчаты, суперстикеры. Спасибо, что мы вместе. Да? Потому что очень важно создать плюс-минус такую более-менее адекватную атмосферу в этом ужасном шуме, который становится все громче, чтобы хоть что-то разумное друг другу дать. Потому что, если честно, вот с ваших комментариев, с ваших реакций, с того, как вы смотрите, как реагируете, комментируете после эфира,
я тоже, ну, открываю некоторые вещи на многие события. Я думаю, что это такая уже, как это Зеленский говорит, последняя миля, да, или последний ярд, где-то это рядом. Но будут пытаться свернуть, будут пытаться вильнуть, и вот эти двухдневные, трехдневные, в Абу-Даби, вот эти все вещи, я думаю, мы увидим очень много вранья. Как было очень много вранья и откровенного фарса, да, в сегодняшнем выступлении Зеленского на Давосе, которого не должно было быть, но оно состоялось. Не должно было быть и на Мюнхене в 22 году выступления, и потом поди знай, как бы все вывернулось. Но сейчас вот это выступление состоялось, и я думаю, что поди знай, что ответит Европа и внутри каждой европейской страны, и каково оно будет дальше. В любом случае, тем, кто без света, тем, кто страдает, тем, кто... Давайте все-таки помогать друг другу, стараться поддерживать друг дружку обычными, вот простыми вещами. Я очень рад, что кроме вот этих вот идиотов, всяких там инфлюенсеров, сейчас вот на первый план выходят, например, люди, которые рассказывают, как отрезать водопроводную трубу жестяную, поставить свечечки или кирпич там какой-то, где-то как-то, вот, да, чтобы это согреться, чтобы спастись в условиях отсутствия света из таких простых вещей. И некоторые люди уже говорят, уже стали мы в Киеве этими специалистами по этим вещам. Ну еще бы, с 9 числа нет отопления. Надо выстоять. Надо выстоять не потому, что потом сейчас с понедельника +2 и станет легче. Не-не-не. Надо это все пройти, чтобы посмотреть на Зеленского в другом костюме. Вот только ради этого надо выжить, выстоять и посмотреть, как изменится вообще все в одночасье в стране, в отношениях между людьми. И больше честности появится в отношениях друг к другу. Мы не будем видеть друг в друге волка, зрадника, мародера или там еще кого-то. А люди будут друг другу помогать. Да, и не искать. Ну, почистилась же вот это вот от пропаганды вот эта вся субстанция. Не искать друг в друге врага, а четко увидеть, кто на самом деле. Кого, когда и как. И сделать с ними то же самое. Всем доброй ночи. Добра